Меня спросите, друзья, Адам, а что ты делаешь в Швейцарии? А я скажу, что я на Эльбрусе, да, вот. Друзья, приехал сегодня на Эльбрус, точнее при Эльбрусе. Тут свои подготовительные сборы проводит Умаром Нурмагомедов на территории Озон Вилледж. Мы уже здесь были с Тамби года 2 назад, а может даже и 3, когда Хамзат готовился к поединку против Уитакера. Очень много бойцов на этом сборе. Абубакар Нурмагомедов, Усманом Нурмагомедовым, Чанко, Ислам Махачев, ну и сам Умар. Сегодня побудем с ребятами, проведем с ними день, посмотрим, как они живут, как тренируются, а главное, что едят. Вот сейчас надо ПФЛ пояс взять и с Петром Яном реванш сделать. Чемпион ПФЛ как залетает в UFC? Мы смету сделали 70 миллионов рублей. Огонек пропал и ничего не получается. Нас не устроила сумма. А если говорить про наследие, вот продолжение фамилии Нурмагомедова? Должно быть получиться, получится, чтобы не произошло. Друзья, как видите, охраняется все серьезно. Никого не запускают. Вот охранник сказал мне даже: ты кто? Говорит, ты кто такой? Я говорю, я просто приехал. Я говорю, снимаю. Говорит, ты кто такой? Еще раз меня спрашивает. Человек. Ну ладно, короче, разобрались мы с ним. Ничего такого не было, на самом деле. А вот и Умар идет. Алейкум салам. Как ты, большой человек? Все отлично, брат, все хорошо. Вот как старый добрый на остановке посидел, подождал Умара. Как ты, брат? Да? Я тебя разбудил, нет? У меня в 9 было будильник, было 10. Да? Вот тут вообще, я вот ехал. Красота даже. Блин, нереально. Вообще, я не понимаю, почему все уезжают куда-то тренироваться за пределы, когда такие условия. 800 градусов высота, здесь очень тяжело тренироваться. 2 движения, пульс поднимается здесь. Представляешь? Здесь очень тяжело. А оттуда потом, наверное, еще выходить надо, да, с этого состояния, Там когда спускаешься. 2-3 дня отдохнуть нужно и все, да. Парилку сделать, всегда прийти и в зал потом занять. Запас будет. Я вот после Кисловодска. Да. Короче, знаешь, что решил? Вообще ничего не буду говорить. Потом эти люди, вижу, везде ездят. Сюда что же приедут? Вообще плохо здесь, никто не приезжает сюда. На самом деле, я 2 года назад здесь был в Тамби. Вот Хамзата перед Уитакером снимали. Посмотри вот на эти верх, как будто Альпы какие-то. Здесь очень красиво. Кто хочет увидеть красоту, приезжайте. Кто хочет пахать, не надо. Да, мы здесь сами разберемся. Не мешайте просто. Да, просто мы сами. Мы отпащим за вас тоже. А приезжают фанаты, бывает такое, что... Да, стояли Ислама ждут обычно. Да, не скромничай, Умар, не скромничай. Честно его ружу. У тебя достаточно тоже фанатов. А мне сегодня говорил голос труса, и он говорил: Усман, поспи, ты же 2 дня отдохнул, ты тоже 2 дня отпахал. Салам алейкум. Поспи, тебе можно. Я такой про себя думаю, если я сейчас посплю, я же там тоже посплю. То есть голоса внутри что-то говорят тебе? Да, всегда. Это последствия сбора, брат, или... За последствия 2 тяжелых дней, прикинь, а еще впереди сколько сил. Как ты, Адам? Все отлично, брат, вот проведать приехал. Все, рано тебя видеть, брат. Сейчас переговорим. Давай. Мама. После вчерашнего всем. Правильно. Восстановление. Если, братья, я нужен буду, походите. Я здесь, братья. Уже после этой стадии точно, брат. После тебя уже не стадии. Друзья, вот я сейчас смотрю, пока ребята разминаются, сколько человек тут на сборах. Я насчитал 35 человек, включая тренеров. Можешь представить? 35 человек. Пожалуйста, перед нами Сейфуллой. Сейфуллой, салам алейкум. Алейкум салам. Как дела у тебя? Конечно, все хорошо. Ну, уже неделю, как я понимаю. Да, уже здесь. неделю мы, вот уже стадию акклиматизации прошли. Пару таких сложных тренировок тоже сделали, но эта неделя уже полноценная. Отлично. Как вообще оценишь работу хедлайнеров команды, так скажем? Давай вот так скажем. Те, кто были в Кисловодске, конечно, они очень сильно отличаются от тех, кто работал дома и здесь оказались. Почему? Потому что в Кисловодске такой базовый этап прошли, такой фундамент для скоростной работы сейчас установили. А те, кто первый раз на этом сборе, конечно же, они страдают, но кто обращается, я тем, конечно, делаю скачухи и разрешаю одну из тренировок пропустить. Или, возможно, на тренировке сделать разминку, дальше уже по состоянию. А в Кисловодске легче, потому что 1800 метров, вроде как я
понимаю, здесь. И дышится, наверное, по-другому. Да, мы взяли, конечно, кислородные баллоны с собой тоже. Они в Озоне можно купить, в любой аптеке можно купить. Они, ну, так если смотреть, нету такого, что они тебе помогают, но дополнительный глоток свежего воздуха, он ускоряет процесс восстановления. Поэтому у ребят они с собой тоже есть. Конечно же, 1700, ну, с копейками здесь. Это дает, конечно, свой определенный выхлоп. А есть какой-то выход из этого состояния, чтобы, допустим, если человек улетает в Америку, чтобы ему не стало плохо, ему вообще может стать плохо? Если отсюда полетит? Сразу, да, без какого-то выхода. Да, конечно. Да? Да. Если мы сейчас берем, допустим, Умара, Усмана. Усман скоро бой. Как я знаю, сегодня Умару тоже анонсировали бой. Да. Вот как их ценишь соперников, в принципе, их вот подготовку на их бои? Если мы берем другие сборы, где ты был тоже рядом. Честно говоря, знаешь, как соперников я не могу оценить, потому что, знаешь, я, наверное, все-таки не тренер по ММА, да, из-за этого я, неправильно будет их оценивать. А их состояние, вот, хвала Всевышнему, альхамдулилля, честно говоря, не хочу ни хвалить, не хочу, ни лишнее не хочу говорить. Просто вот, как говорится, клетка все покажет. Отсутствие Хабиба помогает или наоборот? Нет, знаешь, все-таки Хабиб это такой локомотив. Да. Ну, знаешь как, не то чтобы ребята не собраны, но сам факт того, что такой человек присутствует на сборе, это дополнительно. Плюс стук к тренировкам, плюс стук физухи. Сейфулла, вот все интересуются, вообще фанаты рады, что такой человек, как ты, появился, потому что какой-то креатив добавил, как будто бы. Где ты был раньше? Где ты был раньше? Там же, брат. Там же. Просто, ну, так получилось. Но ты тренируешь и живешь в Махачкале? Да, тренирую и живу в Махачкале. Отлично. Мы еще увидимся. Да, обязательно. Все. Кто здесь рекордсмен? Здесь не знаю даже. Никто не поставил Я рекорд? уже не помню, если кто максимум выжил. У Якуба 88. 88? Да. Это килограммы? Да. А. Так, можешь выжить. Давай, если я чей-то рекорд перебью, брат, ну, извините. Просто жать надо, да? Да, просто жать. Так. 64. Что, да? А, вот. 54 это один нормально? из рекордсменов. Это хочу оставить. Опа. 84. 84. Там Ну, 80. хотя бы на 20 меньше, меня это радует тоже, на самом деле. Честно говоря, вот такие упражнения впервые вижу. Смотрите, командная работа, 3 команды. На самом деле очень интересно. Вот это состязание командой всегда добавляет интерес. Это еще разминка, правильно понимаю? Да. Всегда вот так игры они играют. Очень увлекательно, знаешь? Да. Обычно после тяжелой нагрузки, чтобы проснулись немного, поэтому. Сейчас игру чуть-чуть усложним. Вот за этот ковер, кто выбежал, тот вылетит. Умар, правильно я понимаю, что вот это все была часть разминки? Да, это разминка, брат, чтобы, знаешь, чуть-чуть разгрузиться с кислыми лицами, чтобы не шли тренировки. Чуть добавляешь. Смена
Замена веселья. идеальна. Типа вот вместо основной разминки, вот, которую Не, все делают. тоже делаем мы. Основную всю разминку сделали. Просто игровые добавляется чуть разгрузить. Чуть для веселья, чтобы настроение было перед спаррингами, перед отработками. Но это же не последние, я понимаю, разминочные моменты, где командами состязаются. Не, у нас стабильно бывает. Чуть загружаемся, если сразу игровая. Сейчас переходим к спаррингу, правильно? Сейчас отработки спарринги, да. Сегодня, я как понимаю, это последняя тренировка. На сегодня, да. Сегодня тренировка и парная. Друзья, сейчас происходят спарринги. Все 30 бойцов между собой на вот этих огромных матах калечат друг друга. Не знаю, как объяснить это по-другому. Скажу честно, ребята сильны, в форме. Сегодня я планирую, точнее мы планируем после тренировки пообедать, побыстрее лучше, и покататься по местности, по Эльбрусу. Надеюсь, будет интересно, а я уверен, что это будет интересно. Плюс я подготовил некоторые загадки для бойцов. Ислам Махачев, как вы знаете, постоянно спрашивает у бойцов какие-то сложные, ну, так сказать, не сложные, а школьные загадки. И не у всех есть на это ответ. Сегодня я тоже вычитал, так сказать, некоторые загадки и посмотрим, кто их угадает. И напомню вам, подпишитесь на канал Адам Зубайраев, поставьте лайк, оставьте комментарий. Это реально помогает, друзья. Слушай, ну тебе как здесь, скажи, брат? Прекрасно. Мне кажется, одно из лучших мест для проведения сбора. Природа, питание, условия, все отлично. Как тренер по вольной борьбе, вот такой сейчас вопрос. Как оцениваешь работу ребят? Усмана, Умара? Наверное, тут даже можно в качестве примером объяснить, что вот здесь находятся вольники, можно сказать, лидеры в своих весах, лидеры, мировые лидеры. Сейчас у них борьба, я считаю, на высшем уровне. Их дивизионах они номер один в борьбе, это точно. Ты скоро с Усманом вылетаешь в Америку. Как Усман вот готов к бою в целом, если сравнивать предыдущие его сборы, которые ты проводил с ним? Все его бои очень красочные были. Да. Ну, сама подготовка, она проходит в несколько этапов. Учитывая сейчас его форму, он в хорошей форме, но у нас по плану форму он должен войти только в Америке. Полный форм. Поэтому тут такая чуть больше физическая нагрузка, больше кросса на функциональная работа. Но сейчас потихоньку мы уже переходим в зал, уже на техническую работу. Мы же сейчас очень высоко в горах, правильно? 1800 здесь высота. Вот, 1800. И вот отсюда выход из этой высоты, он насколько сложен для спортсмена? Ну, мы это все заложили в наш лагерь. Ну, примерно неделя, 10 дней уходит. Ага. Да, ну как раз учитывая, что у нас будет перелет, дорога, все это, с этим учетом все рассчитали. Что происходит? Одну фотку сделай, да. Харон. И потом в Инстаграме она будет после спарринга с братом. Честно сказать, вот делаешь вот маленькое ускорение, понял? Да. Вот пару шагов, без конкретно. Брат, скажи мне, пожалуйста, с твоим спортивным будущим что-то ожидает вообще болельщиков? Может, ты проанонсируешь? Потому что сейчас очень много бойцов ММА переходят в греплинг, устраивают греплинг-матчи. Может, у тебя было такое предложение к себе? Предложений, честно сказать, было очень много, но и желание, что ли, должно быть. У тебя нету его сейчас? Ну, сейчас чуть-чуть потихонечку появляется, посмотрим. Брат, я же понимаю, что желание зависит от количества. Ну, пока никто не предлагает нормально. Не можешь начать вести переговоры? Да, не могу ничего. Враф готов? Прав. Вольная чисто. Можно было? Там сейчас очень много бойцов подписывается. Вот. Но я скажу, я прям не высокого класса борец вольного стиля. Но бороться, понятия есть какие-то? Ну ты и очень скромно, Абубакар, Да. при этом. И так побороться можно было бы. Виза есть, все есть, проблем нет. С кем бы ты хотел бы? Вот давай сейчас представим просто вот любого бойца ММА, с кем бы ты хотел побороться. Ну, хотел бы попробовать себя там с бойцами вольного стиля, которые вот пришедшие из вольной борьбе, вот, например, такие как Бен Аскер, Коди Кол. Да. Вот так понял, да? Вот такие борцы. А люди, которые вообще никогда не занимались вольной борьбой, зачем с ними бороться? Кто умеет бороться? Таких много борцов. Все, я не отвлекаю, брат. Я не отвлекаю.
так на старшего брата в третьем раунде напал. Я же так выживание был. Старший, Выживание был. Я уже за печень не целился. Мухаммад, Не целился же. вот сейчас надо ПФЛ пояс взять и с Петром Яном реванш сделать один. Третий бой. Вот это было бы интересно. Все ждут этого боя. Эти схватку можно сделать. Да, Но тут, мне кажется, тут На два ACB. президента. Два президента, GG. кто должен спеть и драться. ACB джиу-джитсу можно схватку организовать. Смотрите, Или вот это же раф. чисто схватка. На рафе Да, можно да, схватку да, дать. да. Хорошая идея для ACB и БЖЖ, кстати. Схватка с Петей. Как раз старые Как раз мы вольную тоже ему с Якубом подтянем. Так, Усман, ну уже что, неделя, да, вот здесь сборы проходят? Как ты оценишь этот подготовительный сбор? Были в Кисловодске, теперь Эльбрус. В Кисловодске условий побольше, а в Эльбрусе высота Да. побольше. Да. Везде свои плюсы. Вот в среду прошлого мы приехали, заселились. Это уже получается, что вторая неделя у нас здесь проходит. Но я здесь только до субботы, я потом уезжаю уже. В Америку. Да. Нет, я в Махачеву, и в следующую субботу я улетаю в Америку. Ну, в целом сборы проходят очень хорошо, альхамдулилля. Уже вот почти 1,5 месяца я нахожусь А у тебя, в зале. если не секрет, я просто посчитал, 35 человек здесь на сборе. У тебя кто спарринг-партнер? Ну, Исламом работал вчера, на прошлый спарринги мы с Исламом делали, сегодня с Чако сделали. А так как у меня боец такой низкий, у меня здесь есть парень, он километр, Исмаил, крепкий, проходит, хороший спарринг-партнер такой, который руку может дать. С ним работаем, чтобы привыкнуть так чуть к более низким бойцам. 31 июля у тебя бой против Арчи Колгана, последний бой по контракту с ПФЛ. Да. Ну, очевидно, что как будто бы ты перерос эту лигу, при всем уважении к этой лиге. Ты сам как видишь свой дальше путь? Если даже, давай так, мы все понимаем, что это UFC, да? Ну, сейчас будем увиливать, но это UFC. Ну да, UFC. Ну вот если следующий UFC. шаг, то, наверное, UFC. Окей, если это UFC, чемпион ПФЛ, как залетает UFC, который, ну, защитил много раз свой пояс? Я думаю, если меня спросить, Да. то всю пятерку топ-5 UFC можно, любого можно То есть издать. бой против топ-5 UFC закономерно будет, если он сразу Я думаю, состоится. можно спокойно. Тот же Арман, тот же Бено Синдени, Вот тот же он. Пимли, тот же Гейджи, если он проиграет. Ну, знаешь, более-менее такой конкурентный, наверное, бой будет максимум с Арманом, а с остальными я не думаю, что просто они такие битые. Например, Майкана проиграл, Бено Синдени проиграл Майкана. Потом Майкана побил этого Руфи. Ну, знаешь так, стилями кто не сходится, они быстро сдаются, и никакого борьбы нету. Как раз таки они оба, Майкана избил его в партере, Да. тот того тоже избил в партере, знаешь как. Ну вот, если выбирать Тапурия, там же и Тапурия есть в этом месте, правильно Ну, понимаю? они сейчас драться же будут. Ну, и пройдет бой, и вдруг проиграет Тапурия. Ты же проиграешь просто Гейджи, ты сказал, если вдруг Гейджи проиграет. А если вдруг Тапурия проиграет? Ну, это, честно сказать, вполне возможный сценарий. Да. Потому что Гейджи нельзя недооценивать. Он реально тяжело бьет. И если он тебе пробьет этот лоу-кик, тоже может пойти все. И его вырубить, ну, тяжело. Если ты так не попадешь прям. Посмотрим бой, видно будет. Ну и пропускал он очень много. Надо, Пропускал, но да, его да. тяжело вырубали. Знаешь, как только Эдди Альварес с Канем. Если я, ну, как я помню. И Дастин Паре, по-моему, ногой. Дастин Паре, да, Ногой, да, да. еще Но она, знаешь, как прилетела в голову прям так высоко. Слушай, ну как будто бы интереснее было бы с Арманом, вот потому что второй бой с Исламом не состоялся. Какие-то словесные, ну мелкие перепалки, они были все равно между Арманом и вами. И вот ты тоже брат, так скажем, из клана Нурмагомедовых. И вот ваш бой, он был бы очень интересный. Ну, я думаю, он, скорее всего, неизбежен. То есть ты думаешь, что он состоится? Мое мнение, этот бой неизбежен. И в 2020 году мы были, по-моему, это первый турнир должен был быть. Нет, второй турнир. Ага. Абу-Даби, там должен был драться Умар, Тагир, Ислам. Мы были в Москве. И дядя Манап в тот момент был в больнице. И в тот день, дядя Манап, он упокоился. Но за где-то часа 2, наверное, 3, в лифте, когда я с Умаром ехал, я Армана увидел. Я зашел, я и это говорю, да, с Исламом как дрался. А тогда это как бы 5-6 лет назад. И он говорит, да,
Я говорю, я с ним буду драться, говорю, лучше ты увидишь. Я тогда еще об этом думал. Тогда забронировал в голове уже. Да, мое мнение, мы когда-нибудь с ним встретимся. Может, вероятности больше. Но это спортивный интерес? Нет, только спортивный интерес, потому что как боец мне, например, он нравится. Он такой разносторонний, бьет, борется. Ну и до конца идет, знаешь, чисто спортивный интерес. Как человек, он такой интересный персонаж. Ну, медику хорошо прокачал сейчас, да, Арман. Да. С всякими блогерами. С нефором выходит основного. Ну, тоже интересно. Ну, сам не нефор вроде, в Махачкале был, рост, понятия имеет. Да, не, он отзывается всегда хорошо о командах. Сейчас вот, когда спрашивают даже. К нему каких-то претензий у меня точно чисто спортивный интерес. Умар тоже готовится к своему бою. В случае победы над главным претендентом, бой Умара, если коротко, вот если сейчас Умар выиграет, я не знаю, сейчас может быть Сон Ядонг, вроде как вчера ночью анонсировали паблики. В случае победы Умара над Сон Ядонгом, с кем бы ты хотел бы увидеть его бой? С Мерабом или с Петром? Ну, если он этим боем заслужит титульный бой, если мне бы больше всего хотелось бы, чтобы он подрался за титул. Разница, если он будет Мераб или Петр, мне бы хотелось, чтобы он подрался за титул. Потому что вот эта мысль в голове, которая вот я хочу его побить, вот там у меня чуть-чуть не хватило, или там мне рука помешала, или еще что-то. Я думаю, она может отбросить карьеру назад. Нужно переработать, перебороть, забрать титул, и все будут хотеть с тобой драться. Например, вот сейчас я чемпион, я знаю, что весь дивизион хочет со мной бороться. Все всегда хотят титул. И когда ты уже чемпион, когда ты, так сказать, сидишь у себя на троне, то легко вызовы будут приходить и приходить. Просто сиди, выбирай, дерись, знаешь как. Подписывай контракт, подрался. У тебя стабильные бои, ты дерешься, и рано или поздно появится шанс. А если не появится, то я не думаю, что есть кому-то что-то доказывать. Знаешь как. Прошлое должно оставаться в прошлом. Хабиб на подкасте говорил, что подготовился к бою с Конором ментально на 100%. А кто из команды смог бы тоже так же хладнокровно выйти на свой главный бой, вот если подумать? Учитывая вот... Ислам тоже очень хороший ментально. В ментальном состоянии Ислам крепкий, очень крепкий. Если ты его не вырубишь, на болевой его поймать очень тяжело, но это, я думаю, скорее всего, невозможно. Такие ошибки он не делает в бою именно. А в таких тяжелых боях он может бой. А я считаю, что на втором, наверное, Исламе. Ну а тебя можно вывести, вот, условно говоря, трештоком и... Нет? А мне казалось, ты наоборот из команды самый такой, который быстро может завестись и начать. Ну, я люблю публике дать то, что они хотят, знаешь. Но мне в голову залезть очень тяжело. Я всегда сохраняю баланс. Я не кипячусь, так сказать. Слушай, а ты сам ощущаешь вот на себе, что ты с каждым годом как будто вот растешь и становишься мудрее и где-то спокойнее? Да. На какие-то вещи можешь там по-другому взглянуть. Да, есть, да? Да, потому что, те вещи, которые я смотрел года 3 назад, сегодня, будучи в том положении, в котором я нахожусь, вообще по-другому смотришь и как-то отстраняешься, что ли, от этого. Деньги могут изменить человека, как ты считаешь? Могут, я считаю, могут. А много вот случаев было, когда вокруг тебя изменили людей деньги? Мои деньги их изменили, если честно, не их деньги. Твои деньги? Мои деньги их изменили. Ты можешь это представить себе? Ну, хорошее направление или как? Ну, зависть. Да. Такая вещь, знаешь, самая такая. Со мной чуть так, нормальная дистанция. Мои шутки уже не кажутся такими шутками, как раньше были, когда у меня не было денег. С появлением денег довольно смешными стали сейчас. Нет, они острые стали. Люди воспринимают их остро, даже друзья, они их воспринимают остро, знаешь? Да. Ты уже Усман. С этим тоже приходится бороться, приходится не шутить. А если и шутишь, то сам. Слушай, ну вот в таком положении, когда ты там чемпион, ты известный, у тебя деньги, машины, сложно, наверное, каких-то простых друзей иметь, я имею в виду, заводить. Вот у меня друг Камал Идрисов, отдельный какой, так сказать, помнишь эту ситуацию? Да, вот он, например, у него ферма, работает на ферме, знаешь. Брат, у меня все друзья, вот у них, тех ресурсов, которые у меня есть, у них нету. Но опять-таки мы, например, не меняли никогда концепт нашей дружбы. Понимаешь? А были моменты, когда... Заводить друзей мне самому больше нравится тех, у кого, нету. Я понял.
А как ты выбираешь друга? По уму или вот... Знаешь, жизнь сама тебе преподносит. Кого-то отсеивает, кто-то остается. А вот взять там, искать каких-то друзей, у меня, честно говоря, такого не было. У меня, альхамдулилля, круг есть. Как говорил мой дядя Манап, у него есть круг, покойный дядя Манап говорил, что у него есть его друзья, верные друзья, но никак не может исключить в будущем хорошее знакомство. То же самое. Слушай, вы очень много провели сборов, сильно выросли, все стали практически чемпионами. Вот отсутствие Абдулманапа, вот как ты, сильно это влияет все-таки, когда вы без него проводите все эти моменты, переживания? На выходных как раз ехали, обсуждали эту тему, то, как Всевышний Аллах испытывал. Мы же знаем больше чуть эту историю. Как дядя Манап рос, как дядя Манап это все добивался, и каким трудом. И вот такое чувство, вот вроде вот все вот. И слава есть, и деньги есть, и уважение, и почет среди людей, и ты умираешь. Можешь себе представить? Ну, это кадар, предопределение Аллаха. Ничего с этим не поделаешь. Вот, говорит, если бы было бы так, не знаю, я, например, не люблю такие вещи говорить, если бы. Алхамдулилля, Всевышний Аллах даровал, Всевышний Аллах даровал. Надеемся на том свете, иншаллах, Ибрахим, мы постараемся как-то, надеемся. Как мы все знаем, ты любитель быстрых машин. И у Хабиба один раз спрашивали, ему называли имена бойцов, и он сравнивал их с машинами. Вот я сейчас хочу тебе называть бойцов, и ты можешь сравнить их с какими-то машинами. Давай? Запросто. Умаром Нурмагомедов. Умар X5M. Абубакар Нурмагомедов. 100% это мотоцикл Дукати. Магомед Расул Гасанов. Мухаммад Расул М5. Икрам Алиаскеров. Икрам не любитель, по-моему, быстрых машин. Но если из машин, я бы ему сделал это. Сейчас я тебе скажу. Кайен GTS. Амру Магомедов. Так, Амру. Пускай будет М4. Тагир Раджабович Уланбеков. Раджабович точно не любитель скорости. Это вот 100%. Это железный десятый сын. Ислам Махачев. А Мамедов любит это Audi A7. Гаджи Рабаданов. Гаджи Рабаданов это гелик. Макшарип Зайнуков. Зайнуков это Кирио. Магомед Зайнуков. Мухаммад Чанко? Да. Это Ламборджини Урус. Сагид Изагахмаев. Изагахмаев тоже любит скорость, я знаю. Но он тоже любит гелик. Тренер Магомед Багандов. Магомед Багандов никогда не изменяет боевой. М5. Мурад Мачаев. Мачаев, так, солидный человек, XM. Хавьер Мендес. Это уже такой статусный, почетный человек. Я думаю, Бентли Бантьяга нормально будет. И Хабиб Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов, Роллс-Ройс, Калинан. Приехал, уехал аккуратно. Ислам Махачев. Ламборджини Ураган. Ураган? Ураган. Он тоже любит скорость? Он скрывает это, но он любит скорость. У него Урус здесь, да. Какая красота, да? После тренировки выходишь. Машаллах. Вот так вот. Нравится тебе здесь? Конечно. Или в городе лучше? Здесь лучше. Ну, честно скажи. Честно, здесь лучше. Если тренироваться, здесь, конечно, лучше. Там компьютер, вот это не нужно? Я же компьютер особо не играю. Не играешь? PlayStation тоже? PlayStation играю. Вот это же вот это легендарное, да? Да, это она. Для просмотров. Да, Это да. я выложил. Серьезно? Да. Это я снимал ты. Какая она заряженная, реально. 99 год. Нахуй мне место. Брат, есть, да, место, есть там? Это легендарная на машине. Нет, вид очень жесткий, реально.
Козы не хватает, да, брат? Козы. Да? Прикинь, молодец, с собой правильно. Боишься, что станешь сильным, поэтому ты не будешь бегать. Очень сильно устал, честно говоря. Тело... Я же тоже устал. Тренер, сегодня. Кому? Попариться, поспать, чтобы Я на завтра знаю, то, что мне надо. Ты же свой крайний бой проиграл, тебе надо вернуться. Ты знаешь эти слова? Более временно, тренер лучше. Тебе надо поскорее вернуться. А так, рацион еды кто составляет здесь, брат? Здесь же, брат, это спортивно-оздоровительная база, брат. Здесь профессионалы работают. То есть меню они составляют? Конечно, здесь профессионалы работают. Они знают, что это форель, брат. Это ничего попало. Местная, правильно? Ну, слушай, загадку хочу задать тебе, Абубакар. Школьные, чтобы ты понимал. Слушай внимательно, пожалуйста. Хорошо. Вы управляете автобусом, в котором едут 20 человек. Ага. На первой остановке вышли 5 человек и зашли 7. Ага. На Подожди, 20 человек было в автобусе. Остановились, вышло 5, зашло 7. Да. Ага. На следующей остановке вышли 3. Вышло 3, это уже... Зашли 10. Подожди. 22 было, вышло 3, зашли 10. Подожди, стой. То есть, когда 3 выходят... нет. Нет. Какой твой брат? Вышло 9. 3 же вышли, нет? Нет, 3 вышли. 22 же было, 3 вышло. 19. Зашло 10, 29. 29. На последней остановке вышли почти все, остались только 4 пассажира. Вопрос, как зовут водителя автобуса? Ты об этом мне не говорил. А как его звали? Ты сам... Его не зовут, он сам представил. Это загадка или что? Это загадка, да, брат? Я вначале сказал, вы управляете автобусом, водитель. Ну, Абубакар Нурмагомедов. Вы управляете автобусом, ё-моё. Хорошо. У меня тоже есть. Давай. Ты думаешь, что я наготовился? А в телефон смотришь, да? Заметки. Так, самых умных. Марк перейдем. Тут очень такие сложные загадки. Да. Сейчас, дай я этому задам. Идет экзамен по логике. Да. Профессор, на борту самолета 500 кирпичей. Ага. Один кирпич выпал из самолета. Сколько на борту осталось кирпичей? На борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолета. Сколько на борту осталось кирпичей? 499? Да. Продолжительная загадка. Я думал, тут какая-то подводка. Правильно. Следующий вопрос. Как поместить слона в холодильник за 3 шага? Открыть, засунуть, закрыть. Открыть, Холодильник положить и закрыть. Открыть холодильник, поместить туда слона, закрыть холодильник. Да. Все, правильно. Как поместить оленя в холодильник в 4 приема? Открыть, вытащить слона, поставить оленя, закрыть. Закрыть что? Холодильник. Хорошо. Как я понимаю, что мы отгадываем? Блин, это какая-то старая тема, все об этом знают. Да? Или, да? Да? Это уже прошли, брат. День рождения. Поздравить его пришли все животные. Олень не пришел. Холодильник. Хорошо, великолепно. Пойдем дальше. Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами? Хороший вопрос. Может? Все звери на день рождения. Все. Как? Они все на день рождения у льва. Бабуля прошла через болото, но все равно умерла. Как? Да, тот кирпич. Я что-то... Что-то у тебя старый, брат. Обновить надо тебе. Да. Это какого года? Я, конечно, не знаю, в заметках нашел, когда телефон купил. Какого года заметки у тебя? Там дата бывает? Наверное. 2015 год, прикинь. Серьезно говоришь? С Умаром решили чуть прогуляться по территории. Умар, единоборство, есть такое суждение, что спортсмен растет и прогрессирует в тяжелых боях. Как ты думаешь, насколько вот сильно ты спрогрессировал в 2 последних своих боях? Не были тяжелыми.
Ну, а если говорить о прогрессе? Не знаю, наверное, чему-то большему ты учишься в боях. Да. А так прогрессируешь, я считаю, что только в зале. В боях ты психологически становишься тверже, опыта набираешься, но не выносливее, не техничнее, но бой тебя отдельно не делает. Все это делается в зале. Так, ну если зал это тренировка, сам бой это к чему, ну, боец идет. Зал это и есть бой, честно сказать. Давай я тебе так скажу. Человек, который очень хорош, очень талантлив, но не готовился, и человек, который не талантлив, но трудился усердно, ну, меня спросили бы, если кто выиграет в бой, я сказал бы, талантливый, который не пахал, проиграет. Поэтому бой это знаешь как, это все, что ты сделал до, ты это показываешь там. Ну, иногда не получается. Но есть моменты, согласись, когда на тренировках ты можешь вырубать всех, а в бою какой-то вот этот огонек пропал, и ничего не получается. Ну, так-то, конечно, в бою все что угодно может быть, в самом бою. Там сгонка пошла не так, в бою же у тебя, ну, в зале же у тебя не было такого, что ты сгонял 10-15 килограммов и вышел, затек, руки затекли, забился. Это, конечно, это огромное значение имеет. Или там руку сломал. Разное бывает. Вот Хабиб, я как заметил, его нету сейчас с вами непосредственно в лагере. Вот насколько сильно ты замечаешь в нагрузках, когда его нет и когда он есть? Колоссально, брат. Колоссально. Даже когда он в кемпе, я с ним тоже борюсь. И очень тяжело бывает с ним. И побороться, и поработать. И в целом тоже на тренировках он максималист, честно сказать. Максимально нагружает. Слушай, вот сейчас, как мы и в зале с тобой говорили, модно и набирают обороты схватки между бойцами ММА. Борьба, греплинг. Насколько тебе это вот сейчас интересно в данный момент? Честно сказать, единственное, что от спорта мне нужно, это и реванш. Даже больше, чем пояс. Пояс я доберусь. Если бы меня спросили, что бы ты хотел, у тебя шанс пододраться за пояс или взять реванш, я бы подрался бы. Я бы захотел бы взять реванш. Первое, мне и для самого себя интересно. Как бы я подрался, не получись у меня травма. Да. Ну, для меня самого это остается вопрос незакрытым, потому что, например, возьмем первый бой и второй бой Петра. Все говорили, это оправдание, и во втором бою, когда уже он был здоров, он показал, что это не было никаким оправданием. Когда он бьет, он ее бьет. Когда здоров, он по-другому дерется. И поэтому мне и для себя самого тоже интересно. Как я подерусь со здоровой рукой, с хорошим полноценным кемпом, к которому я подошел умно. Тот бой, знаешь как, у меня рука сломалась, я расслабился, я даже не тренировался особо, и позвонили, сказали, вот шанс дали, надо. Честно сказать, я считаю, что я сглупил, надо было сказать, мне заранее скажите, что я буду драться не за 5-6 недель, а за больше времени. В этом и был шанс для молодого тебя, что они тебе такой вариант предложили, да? Никуда бы не делся. Вот дальше тоже никуда не денется, иншаллах. Я буду выигрывать, буду всех бить, и лучше Мавсар дерется за пояс. Но еще не точно вроде. Хорошо, ну смотри, ну как они его тоже, хорошо? Видишь, морозят. Ну как бы не было. Хорошо морозят дальше. Уже некуда морозить, 10 боев уже выиграл. А ты слышал? Никого не осталось, всех перебили. Он и Волконовский всех в дивизионе перебили. Слышал, что вроде как не будут больше подписывать Кавказ. Вот такая новость была. Димитриус Джонсон говорил. Нет, конечно. Интересных ребят будут подписывать откуда угодно. Другой вопрос, каких ребят не будут подписывать. Конечно, людей, которые дерутся все 3 раунда все время, а потом дерутся неинтересно, соскакивая как-то в бою. Таких не будут подписывать. А если с любого аула пацан будет, нет разницы, он с какого там, с какой республики, который будет вырубать, который будет драться, который будет показывать такие красочные бои руками, ногами, они будут. Вот таких мало, согласись? Таких мало, да. Мало кто дерется красочно. Все дерутся. Даже я сам, я не считаю, что я был бойцом, который за свою карьеру хотел показывать красочность. У меня всегда в голове было, что нужно выиграть бой. Но в дальнейшем, в своих следующих боях я собираюсь уже больше драться и в стойке, и доминировать, уже разбивать, финишировать, уже на это буду делать всегда акцент.
Ждешь ли третьего поединка между Петром Яном и Мерабом? Да мне и так ясно, что Петя еще раз победу. Ты прям так уверен? Да. Я и в прошлый раз говорил, здоровый Петя лучше, чем Мераб. Единственное, что есть Мераба, это борьба. Но нету греплинга, он повалит как Алджу, спину забрать не может. Слабая сторона Петра это греплинг. Я не вижу, что Мераб его удержать может, а бить стойки тоже не может. Петя намного интереснее, чем он. Конор Холлоуэй. Даст ли возвращение Макгрегора некую разрядку для ММА, или вокруг его имени уже не будет такого ажиотажа? Я даже Усману говорил, ты при коллегу, Усман, да. Если Конор выиграет, ты выигрываешь свой бой, переходишь в UFC, и первый бой у тебя с Конором. Это что за бой, говорю? Блин, это реально было. Это реально большой бой, потому это что точно большой. там Хабиб будет, сколько охраны будет, и они дерутся, приколи. Слушай, ну один из самых Усман таких больших боев. Молодой, жесткий, который сейчас только залетает в UFC, а тот, ну, ты называешь это опыт, да, уже? Ну, он же давно не дрался, если быть честным. Навык никуда не девается, но в этом бою с Максом Холлоуэем и Конором в бою я не вижу больших шансов у Конора. Это по причине того, что у него был очень тернистый путь. Он слишком долго его не было. А в это время Холлоуэй был в эпицентре сражений, скажем так. Он бился с лучшими, дрался, оставался в форме. Я Конору больших шансов в этом бою не даю. В целом всем интересно, я думаю, как он вернется. Но если он вернется, то Усман Конор это хороший бой. Уже вчера ночью я видел, что многие паблики закинули твой поединок. Можешь ли ты подтвердить это сам против Сона Ядонга? Подожду, пока UFC объявит. Ну, если говорим про этот бой, тебе этот бой интересен? Конечно, мне интересен. Он мешок. Он как подрался с Умели? 3 раунда он умер. 4-й раунд ему колено уже в лицо ставили. Как ты дерешься? Я не считаю его высококлассным бойцом, честно тебе говорю. А бой с Петром видел его? Может, да, видел, скорее всего. Стойки как будто Ядонг, ну, неплохой. И мне вот реально интереснее тоже было. Единственное, что у него банка есть, и все. Больше дальше что у него есть? Какая-то... Что-то у него есть точно, не просто так же в UFC дерется Умаром. Для меня это, я как вижу, для меня это легкий бой. Но я, конечно, буду готовиться, чтобы унести его. Нету никакой недооценки, но не знаю. Слабоват он. Ну, а какой он сейчас, ты не помнишь, какое место занимает в рейтинге? Он 3-й, наверное, 4-й. Слушай, неплохой. Удивительно, что ты так о нем отзываешься прям. Я вот сильно расстроился. Когда он подрался с Умель так. Да. Очень сильно расстроился. Такой равный бой был, но не знаю, я их обоих так недооцениваю. Ну вот примерно. То, чтобы недооцениваю, они как будто, знаешь, как унесу их. Сон Ядонг. Проходит бой. Можем заглядывать вперед сейчас примерно? Можем. Тебе было бы интереснее после Ядонга подраться с Петей или с Мерабом? Для меня идеальный сценарий, если выиграет Мераб. Потому что я смогу подраться и за пояс, и взять реванш. Отлично. Но если вдруг выиграет Петя, мне без разницы, я могу с обоими тоже подраться. Слушай, чемпионский бой, 2 россиянина впервые. И это впервые. Но я все же, знаешь, как я хочу закрыть для себя этот вопрос с Мерабом. Дагестан сейчас становится такой кузницей для всех спортсменов. Очень многие приезжают после ислама, вот этого тренда. Тут три есть. Да, and forget. Очень многие. Ты видел, наверное, эти рилсы. Да, приезжают. Тебе нравится, что вот такой поток? Даже не спортсменов, а уже просто блогеры приезжают тренироваться? Никаких проблем нету. Это наоборот хорошо, мы показываем свои традиции, свою культуру, свои нравы. И мне самому тоже очень нравятся кавказские народы. Кавказский, наш дагестанский народ. Знаешь, вот в любую кофейню, в любой ресторан пойди, скажи, я голодный, у меня нету денег. Я уверен, что тебя там накормят. Ну, меня точно накормят, брат. Я этим и пользуюсь, в принципе. Ты книги очень часто читаешь, публикуешь в сторисах. Не часто, брат, не часто. Но я даже сейчас, когда увидел тебя, ты с книгой был. Его надо чуть... это интересная книга, надо мне финансово грамотным стать через призму ислама. Отлично. Так много я не читаю, как хотелось бы. Можешь назвать топ-3 книги своих? Могу. Одна из них... Не все понравились, честно, большинство книг, которые я читал. Но некоторые из них это Мусаси. Сейчас я автора не помню. Авторов я всех не помню, а некоторые помню. Потом у Джека Лондона есть книга «Время не ждет».
тоже интересная. Интересно. Потом я книжку читал «Зверобой». Угу. Тоже автора не помню, тоже хорошая книга. «Атлант расправил плечи», тоже интересная. Чего себе. А был момент, когда... Хаджи Мурат тоже очень интересный. Лев Толстого. Николаевич, ты назвал реально очень крутые книги. Сейчас, наверное, смотрит тебя какой-то молодой боец из России, и он тренируется, но ему еще нужно вот потянуть некие знания. Твои рекомендации, какие книги бы ему лучше прочитать? Вот это «Мусаси» была очень интересная книга. Угу. А это про что? Два молодых парня бывают, Угу. которые буянят их. Один монах закрывает этого одного из них и делает из него такого самурая, который начитанный, который созидает, который помогает. Он ради того, чтобы кого-то побить в какую-то битву, какую-то стычку не заходит. Он если только касается, если он кому-то помочь может или его чести касается. Это такая, знаешь, интересная книжка, особенно для молодежи, чтобы они понимали, что как. Особенно вот японская культура, я из того, что прочитал, понял, они такие, знаешь, люди, которые, что бы ты ни делал, они должны максимально хорошо делать, лучше всех делать, они вот к этому стремятся. Это интересно. Ну, вообще, философия Японии, как будто она, как бы эта страна не звучала, схожа вот с кавказской какой-то философией. Она, знаешь, мне Смирение. Больше с исламом. С исламом. Да, больше с исламом, потому что есть хадис, в котором говорится, что Мухаммад сказал, что Аллах любит, когда человек в том, что он делает, он самый лучший, он лучше всех это делает. Угу. Например, строитель, он лучший, чтобы ты стремился быть лучшим. Угу. И это в исламе есть, в хадисе Мухаммад сказал это, что Аллах это любит, и у них это есть. Я даже видел, что один японец сказал, самые лучшие мусульмане, говорят, он это японцы в исламе. У них они и это берут, очень хорошие становятся. Да, у них просто там со У всех них культура сторон. очень интересная. Например, А ты был в Токио? Не был. После Шанхая хочу полететь, если я там буду драться. Угу. Отсюда недалеко, как я знаю, хочу в Японию полететь, погулять, посмотреть, проветриться. Я еще видел, что ты берешь фотоаппарат, фоткаешь природу. Хочу купить хороший фотик, который будет... У нас есть очень дорогой фотоаппарат. Вот хочется, чтобы мы тебе дали его. Ага. Вот у меня была идея сейчас. Я тебе хотел бы дать фотоаппарат, чтобы ты сделал, вот как ты видишь фотографии, и мы потом показали бы эти фотографии бы. Интересно было бы. О, родник, смотри. Да, это просто невероятные виды. Если бы вот камера передавала бы вид сейчас. Умар, откуда вот эти увлечения? Вот фотографировать, читать книги. Это же увлечение человека, мне кажется, это не от него что-то. Это то, что тебе Аллах дал. Вот есть же люди, которые альпинисты голыми руками взбираются на эти скалы. Откуда это? Ты зачем жизнью рискуешь? Угу. А у них это внутри, у них горит, они хотят это для себя это сделать. Поэтому я не знаю откуда. Вот я недавно смотрел увлечение Ислама Махачева. Все интересные, даже Я такой, ну это чисто образ жизни идеального человека. Да. Вот, знаешь. Лошади, мотоциклы, море. Да. Это вот прям мотивирует как будто бы. Я знаешь, как это... Это может быть связано и с тем, что мы в зале все время. Почему-то же нужно отвлечься. Угу. Вот я из-за того, что ислам на эндуро катался, я вот не знаю, с моим весом это вообще легально. Но вот мне очень хочется прокатиться, попробовать. Брат, мне кажется, все что угодно, если человек талантлив, все что угодно может он сделать. Как думаешь, я талантлив? Вот это к тебе уже вопрос. Я не знаю. Умар, В футбол, по-моему, ты неплохо играешь. ну, на FIFA, да, ты имеешь в виду? FIFA чисто, да? Да. Ты не играл в студии в футбол, когда Конечно, ты играл? играл. Меня вообще Пирло называли. Ага, отлично. Это другая история. Слушай, я видел недавно, ты фоткался с Поршем. Это Порш Усмана, я как понимаю. Да. Продает у него, к сожалению. Почему? Не понравился? Не для нашей дороги, говорит он. А вот я хотел узнать, а у тебя есть какая-то машина, которую ты хочешь приобрести? Которую ты такой... Это, подожди, у тебя же есть BMW. Продал. А какую ты хотел? Короче говоря, у меня там такая история получилась. Я машину поменял, сверху доплатил, а она оказалась там не то, что я покупал там. Некоторые эти вещи были. Я вернул машину. Сейчас я на Отсагаке езжу. А так я собираюсь там бой 2. Буду ли торопиться, не знаю, но хочу BMW X5 взять. Она мне нравится. Не M-Competition. M-Competition, она у Усмана была, она грубая чуть-чуть. 50 дизель. М60i. Хочу.
Слушай, неплохой вкус. Фильмы Мне смотришь, Умар? Да. Какие фильмы тебе нравятся? Мне детективы больше нравятся. Достать ножи, потом Сериал убийства. «Настоящий детектив» с МакКонахи. Смотрел. Прям вау, да? Да, очень интересные. Потом убийства на Ниле. Вот все в этом роде нравится. Сейчас из-за коротких форматов, рилсы, шорты, сложно бывает, да, фильмы? У тебя есть такое? Я просто на себе это заметил. Я нетерпеливый человек, это то, что я в себе заметил. И я листаю. Да. Я проматываю. На 10 секунд вперед, если там какое-то скучное это идет. А так я помнишь твоя фотография Сопрано? Я сейчас начал ее смотреть. И как тебе? Интересно. Ну, сложно, наверное. Смотреть? Да, просто многие не заходят, они просто не понимают деталей. Там все кроется в деталях. Да. Не, интересно. Пока мне там... Я вообще удивился, что Хабибу это понравился. Я же на подкасте... Его мама мне не нравится там. Ему подлянки делай. Такая злобная женщина. Ну, как будто это вот что-то вот кавказское, нет? И у него есть у главного героя. Я когда, знаешь, какую... Вот когда «Сицилиец» читал книгу, Да. я там про... Ну, баджи, вот такие похожие эти понятия видел. Да. Прослеживается там эти понятия там чести, доблесть, достоинство, не обмануть, не предать. Угу. Поэтому я думаю, с итальянцами у нас есть что-то схожее. Сейчас посмотри на эти горы. Вау. Какие они красивые. «Слово пацана» не смотрел? Смотрел? Как тебе вообще вот русские фильмы, сериалы? У них тоже есть очень хорошие детективы. Да? Я тоже русские тоже смотрел. Я не знаю, смотрел или нет, есть такой сериал «Громовы». Смотрел. Старый. Очень крутой. Да. Короче говоря, я его, знаешь, как посмотрел? Я его 2-3 года назад посмотрел. Там я какой-то отрывок увидел. Мне интересно стало, что за сериал «Громовы». Умар, сейчас всех вопросов именно вот здесь не хочу тебе задавать. Давай сейчас на блице остановимся и в другом месте продолжим. Давай. Блиц, я тебе сейчас называю бойца, 2 бойцов, и ты говоришь, кто выиграет, и кого ты выбираешь, он дальше проходит. Давай. И называю подряд, да. Шона Мейли или Кори Стенхаген? Они не дрались даже. Вроде нет. Шон. Шона Мейли или Генри Схудо? Вот сейчас Шон. Шона Мейли или Мераб? Мераб 2 раза его выиграл. Мераб, конечно. Мераб или Петр Ян? Петя. Петя или Ник Диас? Вот сейчас? Давай не будем сейчас сравнивать по драке, а вообще по твоей, ну как бы по симпатии. Петя, конечно. Петя или Чел Сонин? Давай оставим Петю. Петя или Александр Шлеменко? Петя. Больше добился в UFC. Петя или Андерсон Сильва? Андерсон Сильва. Андерсон Сильва или Израиль Адесanya? Вау. Оба такие результативные. Да, очень красочные. Топа. Давай старенького выберу. Андерсон Сильва. Андерсон Сильва или Алекс Перейра? Андерсон Сильва. Андерсон Сильва или Магомед Анкалаев? Вот тут уже понебратство отключаю. Просто Мухаммад тоже очень многих вырубил так хорошо. Да. Но долгое время чемпионом не был. Давай тогда Андерсон Сильва. Андерсон Сильва или Даниэль Корме? Корме? Даниэль Корме или Федор Емельяненко? Вау. Сейчас ты меня... Не отворачивайся. Сейчас ты меня поставил. Хорошо было бы их бой посмотреть. Не на пике. Очень интересно что было. За бой был бы? Оба борются. Да. Короче говоря, здесь понебратство, если выбираем, кого надо убрать. И это вопрос к себе. Ну давай Корме оставлю. Потому что он долгое время в UFC был в 2 весах чемпион. Даниэль Корме или Джон Джонс? Извини, Корме. Джонс. Джон Джонс или Илья Тапурия? Джон Джонс. Джон Джонс или Александр Волконовский? Джон Джонс. Джон Джонс или Усман Нурмагомедов? Усман Нурмагомедов. Усман Нурмагомедов или Ислам Махачев? Усман Нурмагомедов. Усман Нурмагомедов или Хабиб Нурмагомедов? Усман Нурмагомедов. Я шучу. Победитель Усман. Здесь я шучу. Хаба зверь. Хаба сегодня тоже его растаскивает, поэтому это 100%. Ну, я специально Хабиба в конце оставил. Знал, что нельзя его в начале. Да. Отлично. Только Хабиб там оставался. Даже. Что мы сейчас делаем, Умар? Сейчас отдых, да, у тебя? Сейчас отдых, и потом парная у нас сегодня. Все, отлично. Там встретимся тогда. Все. Вот что это за пыльца? Это моя вот сюда, посмотри. Да. Видел? Еще раз продемонстрирую. Вау. Она не постоянно бывает.
Сюда люди приезжают специально, чтобы это поймать, понял? Реально? Да, конечно. Это полезно? О, ты что, для наших легких жизнь это самое нереальное. Знаешь, как называется? Сосновая пыльца. Она Откуда всегда ты не это будет. знаешь все? Я? Ну, конечно. Я же читаю. Сейчас бабушка, которая работает. Бабушка, которая работает, а вроде понял, это она рассказала мне. Прикинь, реально, я даже никогда, я впервые Этим слышал. дышишь, все. Иммунитет тоже повышает. И все, потом 2 года не болеешь, да? Ва, это я уже не знаю. Это честно сказать, я не знаю. Сейчас рассказывает. Я знаю, мне вот там бабуля сказала, что это очень полезно. Говорит. Она вот собирает эту пыльцу, и она ее продает даже. Ничего себе. 3 ложки, 3 ложки, 3 бумаги. Чувствую я, мы сегодня ночью знаем, чем будем заниматься. Брат, просто на улице ложишься и дышишь, понял? Все, пакет есть свободный, салафановый, брат. Да, ему 50 на 50, чтобы сделать, дай ему. Думаешь, да? Да, конечно. Тему поймет, какую-нибудь. На Москву импорта будем заниматься, братья. А что тут говорить вообще? Я не понимаю даже, что говорить в таких моментах, друзья. Самое главное, знаешь, что ахизи? Халяль. Вот это халяль, брат. Вот это отлично, Ничего чтобы себе. американцы увидели. Я только в Америке такое видел, реально. Брат, Очень вкусное мясо. Самое главное, брат, это вот халяль. Видишь, вот это Ты сам пробовал? вот только что пробовал. Нереально вкусное мясо. Самое, знаешь, вот Тебе не нравится, оставь там. Говядина, да? Вау, от души, пацаны, да? как можешь будет назвать, чтобы ко мне попало. Конечно, конечно. Слушай, ну китайские машины нравятся тебе? Лишка там, нет? BMW и нет других. Слушай, я вот не понимаю вот эту любовь прям только BMW, когда есть комфорт. Нету эмоций в этой машине. Никаких эмоций. Она бомбовая в городе, особенно если у тебя зарядка стоит. Приехал, зарядил, выехал. Слушай, вот когда я вижу такие условия, понимаю, насколько здесь вообще все подходит для спортсмена, есть смысл улетать в Америку, в Таиланд, как ты считаешь? Ну здесь же нет, брат. Ты сюда приезжаешь со своей командой, и все. Например, в Таиланде муай-тай, тайгер муай-тай, туда весь мир стекается. У тебя там всегда будут спарринг-партнеры, у тебя всегда там... Ты приехал, не приехал, команда есть, нету, там всегда тренировки идут. От этого тоже, наверное, зависит. Плюс там многим пацанам финансово подходит, она там не так сильно дорого. Там фрукты, погода, море. Вот Ну, основная, это, наверное, причина, что конкуренция, ротация, да, среди бойцов. Да, и конкуренция. Вот, бачу, вот есть с кем работать, есть на ком расти. Это, знаешь, больше каким ребятам подходит? Это подходит больше к тем ребятам, у которых какой-то хорошей команды нету. Вот, например, у нас вот здесь, вот я не вижу какой-то необходимости кому-то из нашей команды выезжать там в Тайгер Муай-Тай или там АК Таиланд и там тренироваться. Да, у тебя здесь монстры в зале есть, с ними рубись, от них набирай. Слушай, ну вот ты правильно сказал, не у каждого есть такая команда, и я знаю много бойцов, очень хороших UFC бойцов. У них проблема, что они не могут, найти нужных людей, то есть нужную команду. Я сейчас не буду имя говорить, я один раз с одним бойцом был, мы все вместе попались в кемп, да. У меня-то было, вокруг меня были люди, там 3-4 человека, потом еще приехали, у меня головы все потянулись. Я говорю, твоя команда где? Нету команды, понимаешь, вот сам человек. И я понимаю, что очень тяжело, так очень тяжело. Альхамдулилля, у нас очень хорошая команда, которая собиралась на протяжении 10-15 лет. И еще, знаешь, как вот у нас в команде старших заменяет новое поколение. Новое поколение воспитывается, она те же ценности, та же атмосфера в зале, понятия, друг другу помогают, поддержат. Если вдруг у кого-то есть бои, там нету возможности поехать, вот тогда тебе придется собирать команду, там мало людей. Но так, если все свободны, например, все собираемся, вот особенно бывает, когда большие бои для команды, которые очень важны, все вокруг этих боев собираются. Особенно, когда локация Абу-Даби, там, у кого визы, когда виза не нужна. Это я и заметил, сейчас вот увидел в зале очень много молодых ребят, которых я впервые видел. Это скорее даже, там были прям 15-16 лет ребята. Я думаю, это как для примера вы тоже их берете, чтобы они чувствовали.
их берут, чтобы они росли, и чтобы здесь как младшие помогали тоже. Ну да. И чтобы, росли, да, чтобы видели, как тренируется, чтобы видели, какая атмосфера внутри команды, чтобы... Слушай, 35 человек на сборе немного? Нет. Но здесь, смотри, здесь есть люди, которые не с команды, тоже там человек 5-6, по-моему. И вот так иногда присоединяются. Такое бывает тоже. Я просто знаю очень классных бойцов. И мне реально искренне бывает жалко, что они не нашли нужных людей. Не самому, брат. Очень много потенциала, который не смогли реализовать себя в связи с тем, что не было команды. Слушай, вот в эти края, ты знаешь, кто самый первый, один из первых вообще начинал здесь сборы свои проводить? Нет. Федор. Федя. Мне же кажется, Федя открыл вообще Кисловодск, потому что он все свои подготовки к боям проводил в Кисловодске. Я не знал, честно. Да, это у меня всегда ассоциация. Вот. Че, за Хачинами? Да, здесь очень красиво. Слушай, ты вот так свободно здесь гуляешь? Да. И достают тебя? Меня, брат, кто знает? Да, перестань. Не, честно, брат, не знаю, даже Ислама знает. Двойной чемпион туда-сюда. Исламом тоже хорошо было. Представляешь, ваша тренировка, это по сути вот как работа на каждый день, который идет офис работника, получается. Ваши тренировки, да? Но устаешь больше. Тело ломит больше. Конечно. Травм больше. Ну и полезно же, нет? Как будто и полезно. Ислама было недавно интервью, где он с Мурадом общался. Да. И он Мураду на вопрос, что бы ты посоветовал молодым, он Ислам говорит, я бы посоветовал им учиться. И там я пару видео видел, вот, это не тот совет от чемпиона, и он должен там вдохновлять молодежь. Вот, есть такой типаж молодежи, которая, она 50 на 50, она сомневается. Она не знает, что именно она хочет. Да. Вот она думает, сделать, не сделать. И если у тебя на самом деле не сносит бошку и ты не горишь, то лучше не заходить в большой вид спорта, в большой спорт, разные виды спорта, там олимпийский вид спорта, там без разницы. Если ты этим сильно не горишь, и особенно если ты не готов всем жертвовать, когда ты молодой, это с 16 до 25-27 лет, пока у тебя что-то не выстрелит, пока ты там не будешь каким-то топом, то лучше оставить. Ислам правильно говорит, лучше учиться. Просто каждый спортсмен, начинающий даже, он сравнивает себя с кем? С чемпионом, с Исламом Махачевым. И не каждому дано становиться чемпионом в двух весовых. Не каждый из спортсменов зарабатывает столько, сколько зарабатывают эти единицы. Да. И когда вопрос стоит, когда тебе 30 лет, и ты дерешься в какой-нибудь средней организации, получаешь там, условно говоря, 1 000 000 рублей. Ну хорошо, 2 миллиона рублей в год. Но сам подели эту зарплату на 12 месяцев, 2 миллиона подели и посмотри, сколько другие твои ровесники, которые шарят в своих темах, сколько они зарабатывают. Простой бариста сегодня делает хорошие деньги. Ты же понимаешь, что у некоторых ситуация такая, что, конечно, надо учиться. Я полностью согласен. Но иногда, когда ты один в семье, условно говоря, я говорю про мужчину, да, берем мальчика там. Приходится рано трудиться, согласен? Да. И ситуация вынуждает просто. Да, здесь очень много талантливых ребят, которые оставили спорт из-за того, что создали семью и не было денег. Я это понимаю, брат. Я не говорю, что жизнь, она такая, она не у всех одинаковая. Здесь у каждого свое испытание. Если один человек испытан бедностью, и он страдает тем, что нехватка денег, на лекарства не хватает, другой человек может быть испытан богатством, и он не выдерживает это богатство. Кто-то из-за того, что у него слишком много денег, он теряет себя, он теряет вкус жизни, ему все не то ему. И он все серо становится, да. А есть другой человек, который проходит испытания. Просто это, знаешь как, это даже и меня касается, и каждого касается. Это испытания не заканчиваются. Какое бы у тебя положение ни было, будешь ты знаменит, не знаменит, богат, беден. Испытания не заканчиваются. У каждого свои испытания. Каждый испытан чем-то своим. Кто-то непослушанием ребенка, кто-то болезнью родителя, кто-то сам придурок.
Не, да, на самом деле философски есть очень, прикинь, какие неожиданные. Просто испытание непослушанием ребенка. Это очень сильно, у меня если друг честно. есть, брат. Он американец. Да. Сам пацан. Он из Пакистана, но родился и вырос в Америке. Он со знаниями пацан. Вот к нему приходят люди, они говорят: Лей, у меня ребенок с дома ушел. У меня ребенок намаз не делает. У меня ребенок там где-то зависает с какими-то нехорошими людьми, детьми. Ну не в силах уже остановить. Да, сделай за них дуа. Да, у каждого, да, может у этого человека есть очень много денег, может он богат. У каждого свои испытания. Просто знаешь, как человек видит блеск, эмоции, все это в Инстаграме, и он думает: о, я бы тоже хотел. Да ты не знаешь, какие у него сапоги, как они ему жмут, как он ходит, как они царапают ему ноги. Ты это все не видишь, ты видишь только то, что видишь. И вот мне Усман недавно скидывал: вот через 100 лет тебя никто не будет помнить. Может быть, твои внуки, правнуки. А через 200 вообще не вспомнят твои подвиги. А через 300, вот кто-нибудь помнит людей, которые 300 лет назад жил? Слушай, их имена кто-нибудь знает? Ну, оставим людей творческих, руководителей, которые повлияли как-то на историю. Это так или иначе люди запоминаются. Такие люди, которые оставили свой след в истории. А обычные люди. И теперь вопрос. А вот то, что они... Наверное, был какой-то случай, они думали: а что подумают люди? Теперь какое-то значение вообще имеет? Абсолютно никакого значения не имеет. Поэтому просто проживаешь свою жизнь, стараешься. Вообще, в принципе, мне кажется, когда Достойно. человек умирает, проходит минимум 2 месяца, и все. 2 дня. Ну, или 2 дня, видишь. Вот самые знаешь какие? Уже на соболезнования вспомнили тебя, сказали, какой ты был хороший человек, покушали, и уже другая тема. И все. Да. Сразу забывают. Друзья, новый день, новое утро. Иду на тренировку греплинга. Не надышаться, ребят. Вот. Знаете, тяжело немножко, но так не надышаться. Такой вот прям советую всем, кто живет в разных уголках России, посещать вот этот оздоровительный центр Озон Village. Он находится в Эльбрусе. Очень классное место. Я здесь уже был 2-3 раза. Советую. Как тебе утро проходит, скажи мне? Тяжело, брат, честно. Тяжело? Почему? Весь тело валит. Серьезно? Ну да, как здесь сейчас. Наши подписчики сейчас в Киргизии будут рады. Я знаю, что скоро у тебя анонс, да, контендер? Сейчас контракт ждем. Скажи, сколько ты уже вот на сборах с ребятами находишься? 4 года был, больше на 4 года был. 4 Да? года жду UFC, да. С Исламом вот все эти тренировки, сборы, которые вместе прошли, сильно на пользу тебе пошли? Исламом, когда Ислам в Волконовске готовился, 2-3 года назад, там вместе мы готовимся, там спарринг партнер был. Там тяжело был, да. Ислам, когда после спарринга как тяжело. А здесь тоже, как утром, вечером тренировка, каждый день. Легко не бывает. Да? Здесь, да. Все Ну, чемпионом. Нормально. Это, получается, 3-й кыргыз уже будет, да? Да, иншаллах, И 3-й все. кыргыз будет. Все, ждем тебя. Тебя ждем. Давай. Смотрите, все участники, которые здесь тренировались. Сейфулла, что сегодня у ребят? Сегодня борьба и греплинг. А что самое любимое занятие? Вот ты уже по наблюдению твоему. Что им нравится больше всего? Какой день? Игровой, наверное. Просто игровой, да? Ну, просто игровой здесь так не бывает, если честно. Вот это рестбол, то, что ты имеешь в виду. Баскетбол, нет? Нет? Нет, такого у нас здесь не бывает, потому что она, знаешь, она может быть случится так, что травматичная. Ну да. Во-вторых, она так, знаешь, как азарт затягивает. Ты с намерением можешь начать играть, а там уже намерение уже. Да. Так что Эмоции эти игры мы убираем. Такие игровые эстафеты, когда делаем, вот это очень... А что раздражает? Не хочется идти на тренировку. Вот какая тренировка, какой день? Я думаю, каждого бойца раздражает, знаешь, что тот человек, который приходит уставший и прям всем своим видом показывает, что он сегодня не готов работать. И вот когда ты с таким человеком, скорее всего, или в пару становишься, или как-то соприкасаешься в работе, вот это на самом деле очень раздражает. И мы тоже каждый раз, когда здесь сбор начинается, мы говорим, если ты видишь человека, у которого плохое настроение, постарайся сделать так, чтобы у него настроение тоже поднялось, потому что это не только на него влияет, это и на тебя влияет, и на всю команду влияет. Да. Поддержка. Вот прошлый сбор у нас тоже, когда был, он такой тяжелый был, и там бега были, и каждый раз, когда мы видели, что парень
он следующий подход будет сдавать. Мы такой коридор делали, поддерживали, он так пробегал. То есть, и он потом уже сам сказал, я думал сдаться, говорю, ну когда, говорит, этот коридор увидел, говорю, я уже понял, говорю, сдаваться нельзя, говорит. Ну вот такие моменты делаем. Ислам говорил в интервью, что иногда вот в зале он может увидеть ребят, которым вот, ну, не нужны тренировки, вообще этот спорт, но он не может им это сказать, чтобы не разрушать их мечту, может. Были случаи, или может здесь есть какой-то случай, когда ты тоже смотришь на человека и понимаешь, что, наверное, это не твое. Как тренер, ты бы смог бы подсказать ему это, объяснить, направление дать? Знаешь, как здесь я не могу сказать, все равно я тренер по тхэквондо, и вот у меня был ученик, он занимался, но я видел, из него не получится, потому что он не прилагал тех усилий, которые приводят к результату. Он приходил для того, чтобы заниматься, а для того, чтобы побеждать, ну, нужно чуть болеть этим. Да. Вот. И ему было 17 лет на тот момент. Я ему сказал, оставь этот спорт. Мы с ним поговорили, он, нет, дядя Сейфулла, можно я буду заниматься? Я говорю, нет, я тебя не то что выгоняю, я просто тебе запрещаю у меня заниматься. Если хочешь, у другого тренера занимайся, но ко мне больше не ходи. Все, мы так... Сложные решения надо принимать. Мы так чуть-чуть, он на тот момент на меня обиделся, его родители тоже обиделись. Но они переехали в Москву, он сейчас хорошо живет. В направлении хорошо, да, развивается? Да, и вот он... Ну, мы сейчас хорошо общаемся и с родителями его, и с ним. То есть он это понял, что вот такие... Получается, в 17 лет уже можно понять. Не, я не думаю, что в 17 лет можно понять. Это там такой случай просто был. Да, он и характером был такой просто. Да. Ну, по нему видно было, что... Я не думаю, на всю волю Всевышнего. Почему? Потому что все в любой момент... Одна победа может все изменить, все перевернуть. И твой взгляд на вид спорта тоже может изменить. Но время шло. Время шло, и те усилия, которые у него есть, он мог потратить на работу, на учебу, это принесло бы ему больше пользы, и так и получилось. Как тренеру вот вопрос, многие интересуются, отцы, так скажем, у кого есть дети, пацаны, куда отдавать ребенка, вот когда ему 4, 5, 6 лет? Однозначно гимнастика, я тоже начинал с этого, и когда дети записываются к нам, я тоже спрашиваю, занимался ли ребенок чем-нибудь. Если не занимался гимнастикой, то говорю на год хотя бы гимнастику. Почему? Потому что сейчас и время тоже такое, родители не... Я, например, когда сам на спорт только записывался, отец меня подготовил, и я пришел. То есть сейчас время другое уже, отцы не успевают этим заниматься. И ребенок, который приходит в спорт, они чуть-чуть не развиты в спорте, вот так можно сказать, да. Кувырок не умеют делать, прыжки не умеют, назад кувырок не умеют, колесо не умеют. И поэтому тренеру приходится заниматься теми базовыми вещами, которые мы в свое время, во дворе учились. Да. Через гараж, через дерево, через игры. Да. Вот. Этому мы сами учились, двигательным навыкам учились. А сейчас дети приходят, их в зале нужно этому учить. Так что тренер теряет время, и те дети, которые уже готовы и приходят, они тоже стоят на месте, потому что приходится уделять время тем детям, которым двигательные навыки не развиты. Из этого вот единственный совет родителям, отдавайте своих детей на гимнастику, на игровые виды спорта. Через них уже легче будет адаптироваться в любой другой вид спорта. Что здесь происходит сегодня? Вольная, говорят. Ой. Слушай, я вообще удивился, я увидел твой Порш. Ты на Порш сюда приехал прям? Да. И как себе дорога на Порше? А ты мой Порш как? Очень хороший. Сейчас сказать, симпатин хорошо держит. Реально? Да. Ну ты доволен? Да. Просто я удивился, зачем на Порше сюда брать через эти. Дорога хорошая. Хорошая, да? Особенно чуть-чуть, когда проезжает. Ну да. Да. Какую-то еще машину планируешь? Есть какие-то вот желания, может? У меня гелик есть, у меня Порш есть. Порш, гелик у тебя? Что еще надо как будто? Лисян тоже есть. А новый видел, который выходит сейчас? L9? Да, Ривас. Да, Под Майбах сделал. Может быть, иншаллах, после боя возьму. Я сейчас все скину, когда поеду в Америку. 2 месяца не будет, что они в гараже будут лежать. Ну, тоже грамотно. В твоем случае, как будто в аренду можно всегда брать. Никогда не покупай, нет? Честно, хорошие, но где в Махачкале в аренду машину? Ну, тоже, да. В Дубае, может? Да. Я заехал, взял то, что захотел, покатался. Один сторис, 1 месяц катаешься. Тоже можно договориться, да, так сказать. Очень шикарно было. А так машина. Может, в Дубае привезут тебе Махачеву? Тоже можно договориться. Надо зайти с кем-то. Вот я понимаю. Вот. Тренерские привилегии, да? Как хорошо. Вот все тренируются, а у нас вот своя тренировка. А вот это приветствуется вообще, Сейфулла, в зале вот такое? Нет.
Для гостей. Аромат принес, да. Значит, нормально. Все нормально. Куда вы идете? 86. Так, Умар, сегодня день борьбы, я так понимаю. Да. Уже закончился. Борьба возня. Тебе какой день вообще нравится тренировок? Спарринги. Спарринги нравятся? Да. Чего себе. Ну, это как ближе к бою. Да, ударил, прошел. Все можно делать. Как, если не ударишь. как оценишь свою Сегодня борьбу в данный тренировочку, момент? Сборов. 9 из 10. 9 из 10. Да. Я смотрел, наблюдал, очень хорошо было. Да. Соперники тапали. Но мы это не покажем. Мы это не покажем. Мы это скроем. Как Усмана оценишь? Вот. Усман молодец, начало. Усман набрал. Четко Усман. Усман UFC больше, чем готов к любому сопернику. И ты сам видел. Да, я вообще. Да, Усман бомбочка. Он лучше, чем я в борьбе. Что удивительно. Но это братство. Раньше я был лучше чуть в борьбе. Он молодец, он стабильно работал, набрал. Что Ну, сегодня мы еще? тоже не сдаемся, будем работать. Что сегодня у нас еще? Сейчас, наверное, растянуться, и вечером у нас качка. Растяжка, качка. В целом отлично пошла тренировка. Очень много людей видят, как мы здесь в зале тренируемся. Для них это знаешь как. Они думают, вот бы и мне там. Как классно бы время провести. Да здесь ничего классного нет. Здесь надо трудиться и трудиться. 100%. Ну, со стороны наблюдать очень хорошо. Бывает, со стороны хорошо смотреть, и все. Здесь внутри находиться очень тяжело. Бывает, уже забились, руки не идет, но надо продолжать. Поэтому не романтизируйте все, что происходит в зале. Здесь очень тяжело. Слушай, очень полезно, он очень многое знает, кстати. Он знаешь что? Он замена, если будет в зале. Вот даже вот так трогаешь, видно уже. Али сейчас где дерется? Он последний бой сделал в Fight Night. Eagles FC. Ну, вот в этом году 2 боя, в следующем 3-4, и вот так потихоньку будет расти, да. Молодой пока. В каком весе? 2001. 25, получается. Да. 25 лет. Сколько хочешь времени есть. Ты в 25, ты помнишь 25? Я в UFC был. UFC. Но сейчас уже надо забегать, получается. Он пропустил, я в 20 с камнями игрался. Я чемпионат России, там кто-то учил. Вот. И не пропустил. А он с камнями тренируется. Знаешь, некуда спешить. Если в 30 лет он будет топовый боец, если его подпишут в хорошую организацию, то за 4 года можно хорошую карьеру сделать, за 4-5 лет. Вот, например, 37 лет, 38 лет, Айман Захаби на вес дерется. Хороший винс, 37 побед. Барселос тоже, 37-38 лет. Да. Он тоже 4-5 побед у него подряд. Он после проигрыша набрал заново винс. Поэтому... Не понимаешь, когда пик приходит, видимо. Не, пик не проходит. Я думаю, что человек, если правильно будет трудиться, до 38-40 лет может двигаться. Но просто нужно быть высококлассным. Ты сам как чувствуешь? Ты сейчас на пике или... Я думаю, я на пике буду 34. В 34? Да. 33-34 я буду на пике. Сейчас я чувствую, что я лучше, чем в прошлом году. Физически, вот все. Но я думаю, есть куда расти. Ну, покойный дядя Манав тоже я говорил. пошел дальше уже с ним. 34 говорил. До 34 есть куда расти, закрепляешься, а с 34 уже спад будет. Хорошо. Ты мне хочешь под мухом эти вопросы задавать, что ли? Не, давай один, но я тебе в конце задам одну загадку. Сейчас пока расскажи, ну уже неделю, да, вы сборы проводите? Уже, да. Больше недели, может. Да, и это все подготовка Умара, Усмана или твоя тоже? Общая. То есть все пришли, кто-то нам помогает. А также возвращение ветерана, брат. Возвращение ветерана. Абубакар тоже возвращается. Ну, у Абубакара бывает неделя тренировок, 2 недели отдых. А что, ты сейчас вот всю неделю прошел? Завтрашнего дня посмотрим. По бою что-то ясно и вообще По бою можно ясно, ли? да, август. ENG. ENG еще не до конца ясно. Я сам не могу разобраться, там что-то слишком много претендентов тоже стало. Да. Но вот пока самое главное это Пратос и Гэри. Вот если из них двух по стилю, с кем бы тебе было интереснее? Я думаю, плюс-минус одинаковые, оба такие худые в корпусе. Было бы удобно побороться. Согласен ли ты с тем, что арсенал Гэри самое опасное? Это его кик и отбивание колен?
Я не видел так, чтобы он кому-то так сильно колено тоже отбил, что... Ну, это Шавкат, допустим, у него в бою. Вот. Ну, еще непонятно, это он Шавката травмировал или не он. Но Шавкат смог до конца подраться. Значит, незначительная такая травма была в бою, что Шавкат... Я был еще в первом году сидел, помню, они дерутся, и у этого... на этом бою, да, такой? Да, Янгери шорты порвал. Вот за эту минуту отдыха ему даже шорты поменяли. Ну, видно было там слабые стороны. Герри я сразу подметил. Турнир в Белом доме, многие тебя тоже ждали на этом турнире, но вот Хабиб на нашем подкасте сказал, что он не хотел бы, чтобы ты там дрался. Сейчас ты понимаешь, почему он это сказал? Ну, плюс-минус понимаю, но у нас были разговоры. Я уже, как говорил, там в Твиттере я выкладывал. Иногда, если я молчу, все думают, что соперник, если разговаривает, то он правду говорит. Мне утром позвонили, предложили бой, я согласился. Ничего не прося, мне сами предложили бой с плюсом в гонораре. Потом на следующее утром перезвонили, сказали, что Тапурия захотел где-то 20, что ли, миллионов. Ему отказали, и все, бой сорвался. И через пару часов его менеджер дал интервью, сказал, что нас не устроила сумма, чтобы подраться с Исламом. Ну, за те же деньги по контракту они согласились драться с Гейджем. И так и получилось. Что... Вот как будто в будущем уже... Иди там чай попей. Такой смех еще стыдно должно быть. Ислам, в будущем вообще будет интересно тебе с ним провести поединок? Как будто бы у тебя уже самого уже пропал интерес. Если 70, да, это, я не знаю, мне кажется, слухи, он никогда, мне кажется, не поднимется в 77, просто болтает, разогревает публику, и опять там что-то придумает, что у меня травма, за меня начинает говорить, что я там снялся. Да. Хотя все знают правду. Его менеджер не давал бы интервью, если это было бы не так. Были разговоры о том, что предстоящий поединок твой может стать для тебя последним? Нет? До 30 побед есть желание? Вот, нет, такого числа нет. Вот я же, видишь, в зале работаю, с молодыми работаю. Чувствую, что пока прет у меня, что... Когда я почувствую, что они меня догнали, тогда я уже буду задумываться об этом. Пока у меня прет, то нормально. Ты на пике сейчас, как ты считаешь сам? Думаю, да, каждый от сбора к сбору все тяжелее сборы. Я переношу спокойно нагрузки лучше, чем некоторые молодые даже. Так что у меня еще есть порох. И в такой обстановке вот именно приехал на сборы 30-40 твоих друзей здесь в одном месте каждый день. Это обычный сбор? Это еще был такой небольшой шлагбаум. Ничего себе. Потому что места мало. Даже в основном, чтобы первые номера подготовились и друг друга не травмировали. Мы специально 3 ковра постелили, максимум зал заняли тоже. Сейчас так можно тренироваться. Но если больше уже будет, то будет тяжело. Обычно травмы тоже бывают, когда вот именно много людей на друг друга падают. После этого сбора у тебя какие планы? В Америку полететь? Усман же дерется как раз. Усман, Амру, там молодые наши дерутся. По контракту у Усмана последний бой по ФЛ, который состоится в июле. Как ты считаешь, после этого боя уже логически ему нужно переходить в UFC? Как будто других путей нету. Ну, если да, по соперникам смотреть, я тоже сказал бы, что Усману стоит уже перейти, чтобы раскрыть полностью свой потенциал. Чтобы раскрыть полностью свой потенциал, нужны соперники. Они тебя заставляют расти тоже. Я думаю, у Усмана еще есть куда расти. Если, не знаю, там надо взвесить. ПФЛ намного больше заплатят. UFC не любят так платить. Подпишешься, Усман, я думаю, даже они половина гонорара, то, что он получает в ПФЛ, UFC не заплатит. А если говорить про наследие, вот продолжение фамилии Нурмагомедова? Я думаю, есть время еще. Если отработать еще один контракт 3 боя, то тоже никуда не опоздает. Ну, пусть, если UFC его заинтересует, я думаю, это возможно. Но если они предложат ему маленький гонорар, смысл дойти, тогда тебе даже 1/3 не будет того гонорара, который ты получаешь. Ты как экс-чемпион в легком весе, который прошел практически всех там, каким видишь путь Усмана в этом весе? Я же говорю, Усман уже крепкий, состоявшийся боец. Но ему стоит сразу претендентский бой? Вот я про это скорее, или... Можно, там в топ-5, я думаю, Усман со всеми хорошо себя проявит. И еще усерднее подготовиться. Кислорода не хватает некоторым. Ты как будто на Эльбрус поднялся. Ну, кстати, с кислородом у тебя нет проблем? Тут я пришел, нормально акклиматизируюсь. Тагир просто с хаджа прилетел, климат поменял, ему сейчас тяжело. Я помню, я был здесь, на этой базе, я был первый раз, когда готовился к первому бою с Волконовским. И мы отсюда, мы в снег здесь бегали. Да. Я с зимы в Австралию в лето прилетел,
Первая неделя вообще была ужасная, тяжело было прийти в себя, как будто бы вообще не тренировался, такое состояние было. Климат поменяли, очень большая часовая разница. Было очень тяжело настроиться. Не настроиться, просто собраться, вот, показать себя нормально в спаррингах было очень тяжело, очень сильно уставал. И здесь также, вот, кто первую неделю приезжает, нужен бывает кислород. Слушай, если вот смотреть на другие базы, ты был в Америке, в разных странах. В России вот именно Кисловодские, берем Эльбрус, чем они отличаются? Ну, я не побоюсь того слова, что Кисловодская это топ-база. Все условия, питание, ограждена полностью, никто тебе не мешает. Тишина, там весь порядок, есть режим. Отдыхаешь, тренируешься, просто мы уже в последнее время что-то слишком много на этой базе в Кисловодске. И иногда стоит поменять обстановку, поменять вообще локацию, чтобы по-новому адаптироваться, знаешь, высоту чуть поменять, потому что организм привыкает к одному и тому же. В Кисловодске другая высота, здесь чуть посложнее. И вот я даже с Кисловодска сюда приехал, видишь, горы вокруг, лес вокруг, что-то как будто чуть родное, знаешь, как-то. И я снял домик, как будто иду у себя дома, живу и спокойно от тронки прохожу. Мне нравится эта обстановка. Но к тебе вроде и нельзя с пустыми руками, да? Как приходить? Смотря как все с пустыми приходят, то значит можно. Ну так иногда залетают. Ну вот Тагир всегда. Один раз шоколадку принесет какой-нибудь и месяц живет там. Потом, если ничего не говоришь, он уже между тренировками тоже там спит. Сейчас многие бойцы ММА участвуют в разных лигах по вольной борьбе, по греплингу устраивают матчи. К тебе уже обращались с таким предложением? Да, ко мне обращаются. Тебе это интересно? А не, зачем? Мне хватает чем заниматься, денег хватает, боев хватает чемпионских. Так что мне некогда отвлекаться на какие-то там борцовские грэпли, схватки, потому что можно же травмироваться и все, потом отсидеть полгода вообще без ничего. У меня есть время подраться, подготовиться, делами заняться, там, семьей побыть. Если выступать, например, по той же борьбе, надо же готовиться, опять кемпы проходить, опять куда-то ездить. Так что у меня нет желания отвлекаться. У тебя твой бизнес сейчас развивается в Махачеве, падал. Расскажи вот про него, вот аж футболка у тебя. Да, это не такой, как мы начали. Мы же играли сами тоже везде, не так, как бизнес, я его смотрел, чтобы я так сильно заработал на нем, честно сказать. Очень большие расходы тоже получились. Больше 50 миллионов мы вложили. Ангар больше 50 миллионов? Да, больше 50 миллионов мы вложили. Около 60 вместе со всеми скортами. Мы заказали там самые лучшие корты. Ну, сейчас, хвала Аллаху, работает, там полностью забито. Даже я сам иногда хочу, когда играть занято, бывает, я там потом беру на следующий день полностью какое-то время, каждый день забиваю, чтобы самому хотя бы поиграть. На Кавказе немного кортов. Не планируешь развивать вообще? Да, я планирую, уже были запросы, чтобы франшизу я дал, чтобы открыть там в Узбекистане, в Казахстане, в Дубае. Будем развивать, потому что всем нравится такой активный вид спорта. Как раз тебе бы тоже хорошо зашел бы. Ну вот я планирую записаться. У вас там абонементы? Пришел, заплатил. У нас все наличкой. Да нет, еще можно прийти в любое время поиграть. Честно, очень хорошо. Калории сжигает там. Вот. Может быть, игра неинтересна, если человек у нас, Ислам Махачев, который как раз оставил бы 7 часов вчера играл. Он звонит, говорит, я 7 часов, говорит, здесь на корте, говорит. Я, говорит, там только финики и чай попил, говорит, и вот играю, не ухожу. Очень интересно. А в чем вот прикол? Потому что, я понимаю, что теннис более в коробке. А вот тебя чем зацепила эта игра? Знаешь, она такая интенсивная, ты не останавливаешься, не остываешь. Ты вот с каждой минутой ты растешь в игре, и это тебе нравится. Это как бывает, ты, например, чем-то, например, хорошо, тяжелая атлетика, ты веса начинаешь поднимать, веса растут, она тебя как-то завлекает, там зачастую травмы случаются, когда ты уже не контролируешь, начинаешь эти веса поднимать. И там также вот с каждым часом ты растешь, ты набираешь там, каждую минуту какое-то новое движение у тебя получается. И из-за этого всем она нравится. Не просто так, это самый быстро развивающийся спорт в мире на данный момент. И я 100% уверен, что скоро она будет в Олимпийских играх. А не планируешь сам принять участие на турнирах по падлу? Может, у тебя есть напарник? Я уже принимал участие в таких небольших турнирах. Мы как раз с Хаибом один турнир вместе играли. Хаиб был с теннисистом Рублевым, а я играл с профессиональным падл игроком в паре. О, и кто кого? А мой профессиональный игрок в падл, он вообще был другого уровня человек. Как он играл, он такой маленький, он везде успевал. И я его не смог настроить играть против Хаиба. Он говорит, я не могу. И вот так, короче.
Мы проиграли в финале Хайба. Магомед Расул Гасанов подписал контракт с UFC. Как вот оценишь его шансы в этой организации? Очень хорошо. Потому что ACA очень круто себя проявил. Да. Я рад, что получилось подписаться вот таким крепким парням, которые каждый день тренируются. Очень тяжело туда попасть, но я уже говорил, что в России есть очень много бойцов, которые себя круто покажут в UFC. В конце-то концов получилось его подписать. И надеемся, скоро получится. Как пройдет тестирование, как пройдет срок тестирования, я думаю, он уже получит. Умаром Нурмагомедов, Соня Донг, бой, который уже практически официально анонсируется. Вот что ты скажешь насчет этого боя? Умаром тяжело, Умару карьера идет, но не привыкать. Так же у меня было, так же у Хаиба было. Также у многих бывает, что вот кому-то это легко дается, кому-то это надо доказывать, вычищать весь список бойцов и потом только получать за пояс бой. Видели, недавно анонсировали Умара бой. Вообще я этого человека первый раз в жизни имя слышал. Потом вот, UFC сами переиграли и перенесли на главную. Странно, что вот все равно вы принимаете такие даже бои. А что делать? Просто вот Умар каждый день тренируется, и к чему? Должна же быть какая-то стоять на месте не хочется. Да. Но если не бывает желания, не бывает той мотивации, если без соперника просто так впахивать каждый день, той мотивации не бывает. И рано или поздно, если ты всех выигрываешь, то уже все, твой час наступит. Так и Умар, он просто не останавливается, идет, чувствует, и мы знаем, и он сам чувствует, что у него есть потенциал стать чемпионом. Я думаю, он показал очень хороший бой в свои не лучшие дни против Мераба, и я думаю, уже он и с Петром, и с Мерабом, и со всеми другими претендентами Умар может очень хорошо себя показать. Например, вот сейчас проходит турнир в Белом доме. Кто не знает, если Шон Амели себя хорошо покажет, там, он может стать следующим претендентом. UFC уже не так, кто заслужил. Просто кого они хотят, тот и дерется за пояс. В вашей команде Сейфуллой, тренер, который, вот, по моему мнению, как будто добавил креатива в вашу команду. Да, как он появился? Даже интервью этот контролирует. Короче, я расскажу историю. Я с Сейфуллой, мы вместе выросли в одном дворе. Я на 3-м этаже, он на 4-м. Но я всегда видел, как он в соревнования приезжает, там, его все встречают. Может, это тоже что сыграло какую-то ключевую роль в моей спортивной карьере. Ну что, я потом переехал в Хушетым, я с Сейфуллой 5 лет не виделся. Короче, Сейфулла встречается. Я встречаюсь с Сейфуллой в самолете случайно, вот во время посадки. Я сижу, и он ко мне подошел, и что-то мы сразу за спорт начали, и он мне начал красные волокна, белые волокна, что-то мне качает. Я думаю, нормальный же человек был, что с ним стало, куда он тут? И он мне говорит, я вижу, ты меня не понимаешь, говорит, я пошел, говорит, один день мы встретимся, говорит, поговорим. Короче. И вот так я уже, наверное, подготовок 8-9 в Сейфуллой вместе прохожу, даже когда он вместе с нами не мог летать. Он отправлял программу, мы все делали и в Америке, и везде. Но сейчас, когда у Сейфуллой получается больше времени, когда он есть, он приезжает с нами на сборы. И такой интересный сбор получается. Карта в Белом доме тебе нравится? Честно сказать, так, 50 на 50. Плюс-минус, я думаю, можно отгадать все исходы боев такие. Не сказать, что там плюс такие супер конкурентные бои, супер интересные. Какой бой более отметишься? Вот, ну, на какой бой ты бы посмотрел? Я посмотрел бы Перейра Ган. Интересно. Думаешь, что будет интересно? Ну, все знаешь, говорят, как у Сирила два варианта. Да. Если он, скажу прямо, если он дерется, не испугавшись, он дерется хорошо. Но если он как-то в какой-то момент, он как-то психологически не может настроиться, у него мы уже видели эти примеры. Я-то думаю, если Сирил настроится, то он спокойно, вот, просто на дистанции, как опытный ударник, перестучит Перейру. Ну, Перейра что же прет, один удар его может все закрыть. Так что мне этот бой как-то стилистически интересен. Сможет ли Ган держать его на дистанции? Вот ты сказал, если он не испугается, но все видели, что в том бою как будто был момент, когда он был не уверен слишком в себе. Вообще встречал таких бойцов, которые на тренировке везде выкладываются, а когда выходят, боятся почему-то. Да, есть. Вот что делать? У нас в зале тоже такие есть. Не знаю, я не смог найти ответ этому. Да. Может, у кого-то любительская база слабая, не знаю. Особенно я считаю, что это про наших кавказских бойцов. Такая ответственность у нас как принято. Все село, весь род, там все смотрят. Да, наверное, загоняют себя. Да, ответственность тоже большая. Все приезжают на бои, поддерживают. Ну, как все знают, американцы и вот вообще другие бойцы к этому так жестко не относятся. С утра уже как новый неудачный день, и все, дальше пошел. С одной стороны, я считаю, это относиться к этому легко, это правильный подход. Ну, не загоняться, просто вот драться, да, наслаждаться же. Это же тоже жизнь. Бои тоже это жизнь, вся подготовка. Ну, когда по лицу бьют, как бы, конечно, сложно себе сказать, что это жизнь. Знаешь, как дни проходят, а ты просто вот загружаешься, переживаешь. Получилось.
Не получилось, пойдем дальше и все. Еще я считаю, что мусульманин должен легко к этому относиться. Должно быть получиться, получится, что бы ни произошло. А что бы вот ты порекомендовал бы родителям, вот которые, это вопрос, наверное, часто тебе задают, у кого есть дети, мальчики 4, 5, 6 лет. Вот, все говорят гимнастику. А вот после гимнастики, вот как развить в ребенке... Гимнастика, я футбол. Футбол? Да. Почему? Это очень странно. Ускорение, повернулся резко, видимость его. Резко повернулся, ускорение дал. Там, ты видишь все поле, как важно, координация очень хорошая. Да. Я, например, не такой пластичный, там, не такой растянутый. Ну, тоже нормально. Но зато футбол нормально умеет играть. Вот Тагир плохо умеет в футбол играть. Ему в жизни все тяжело дается. Какой-то прием, если кто-то выучит там за 10 минут, Тагиру надо час его отрабатывать. Из-за этого, я думаю, футбол очень хорошо развивает. Там же еще такие игровых много-много тренировок бывает на футболе. Именно это и развивает очень важные аспекты, которые в бою нужны. Там, например, тот же взрыв. Да. В футболе очень важен. Чемпионат мира скоро начинается. Уже сегодня. Мексика, Южная Африка играет. Ты будешь смотреть чемпионат мира? Просто я знаю, что ты не сильный любитель футбола. Смотреть. Знаешь, нет. Там, если какой-то хороший матч будет, мы там соберемся, у меня в номере посмотрим. А так нет. До чемпионата мира мне не особо интересно смотреть. Но я слышал, что финал чемпионата мира будет в Нью-Джерси, это там, где мы будем тренироваться. Я думаю, если свободное окошко будет и с тренерами общий язык найду, то можно, конечно, чемпионат мира финал. Почему не посетить, если он там у тебя во дворе проходит? Хабиб ярый фанат Реал Мадрида. У тебя есть какая-то команда, которую ты симпатизируешь? Я совсем недавно, там пару лет, как начал смотреть за ПСЖ. Очень за них болеть, потому что мне нравится их трибуна, как они все болеют за команду, и там хорошие футболисты, тоже с некоторыми общаюсь, там в раздевалку заходил пару раз. Вот так, да. И тренер мне очень нравится. Реакция была прикольная. Вот у Роберто Карлоса, когда он тебя увидел, он прям, вау, это ты. Анджи. Да. Да. Мне вот как раз вот в тот период, когда Анджи играл в «Рассвете», когда все звезды играли, я думаю, каждый маленький ребенок в Дагестане смотрел за футболом, знал всех футболистов. И как-то мне вот этих людей встречать, например, не знаю, другая какая-то звезда была бы большая футбол, я вон там сидел вот сейчас на ПСЖ, я говорю, Хабей, смотри, говорю, Карлос, и я сразу к нему подошел. Это как будто вот наш брат, который недавно в Махачеве играл. Просто, да. Также с ИТО я там тоже на футболе увиделся, ИТО хорошо пообщался, ИТО говорю, ИТО с семьей сидел, там с женой, с дочерьми, я говорю, ИТО, когда в Махачкалу приедешь, потом с семьей, я говорю, как вам Дагестан? Говорит, они никогда в Дагестане не были, говорит, семья. Я говорю, приезжайте, говорю. Вот. Слушай, а можно сказать, что вот тот звезды состава Анджи, они тоже внесли некий вклад в развитие спорта в республике? 100%. Да, футбол это такой... Некоторые недооценивают, также сейчас Динамо, Махачкала, ну хорошо, они еле-еле сохраняются в высшей лиге, но это большой плюс для республики. Сколько людей приходит в выходной день с детьми просто посмотреть футбол. Академия открылась, сколько детей тренируются в академии, маленькие какие-то школы футбола открылись, полные футболом. Все любят футбол, все хотят играть. Но если у региона нету команды высшей лиги, то уже как-то и стимула нету. Например, те же ребята, которые в «Динамо», там в академии тренируются, они знают, что они могут дорасти до этого уровня. Ну, если у них нету куда смотреть, они не могут себе представить, что завтра тот же «Зенит» их позовет играть. Но они знают, что «Динамо», Махачкала у них под окнами играет, и они в один день смогут туда попасть. Это большой стимул для детей, для нашего подрастающего поколения, так что я думаю, надо футбол сохранять. Было бы вот классно, если бы вы с Хабибом открыли бы академию футбольную. А я как раз сейчас тоже строю у себя в поселке футбольное поле. Уже очень большие затраты. Вот на 70% я уже сделал. Планирую также, у нас как-то была «Динамо», Хушет, «Звезда». Я планирую также футбольную академию сделать, тренеров привлечь. Как-то поставить это, чтобы она сама себя окупала, чтобы я уже не вкладывал большую сумму, вложил, чтобы только вот, чтобы футбольное поле, там, раздевалки, чуть условия создать, потому что я сам, когда в детстве тоже ходил на футбол, и даже когда утром хотел побегать, у нас в поселке чуть дождь поморосит, все, уже везде грязь, слякоть, не было места потренироваться, сделать зарядку. Я думаю, сейчас будет.
место, потом я еще уже землю купил, еще в поселке планирую зал построить. Очень много вы тратите деньги своих личных сбережений, я так понимаю. То есть вы не привлекаете инвесторов или власть, чтобы тоже... Тяжело, я пытался как-то сделать. Тяжело, там надо ждать тендеры на следующий год. Постоянно просить приходится. Да. И вот, не знаю, вот я когда начинаю уже, я сейчас пытаюсь вот на это поле, которое я вот начал делать, я не буду преувеличивать или как-то уменьшать. Мы смету сделали 70 миллионов рублей только чтобы сделать вот стадион в поселке. Я трачу эту сумму. Ну, есть друзья, которые помогают, мои близкие, которые знают, что я строю не для себя, не для заработка, а вот для детей. Они, ребята мне тоже помогают, некоторые мои друзья тоже дают деньги просто от меня. Потом мэр города нам там чем-то помог. Так что общими силами. Это то, что ты хочешь оставить после себя? Да, это вот именно у меня в поселке. Например, у меня очень много у нас крепких ребят в поселке, тот же Гаджи Рабаданов, Сагиди Загахмаев, там, Рашид Вагабов. Очень много ребят у нас в поселке живут. И, знаешь, поселок такой дружный у нас очень. И хочется, чтобы так ребята дружили, где-то вместе тренировались. Спортзала нет до сих пор хорошего тоже. Это тоже в будущем есть большие планы. Сам, вот свободное время, вот что ты делаешь? В плане, смотришь ли ты фильмы, сериалы, YouTube? Редко. Я люблю какую-то активность, что-то там делать, какое-то активное. Вот вот здесь хочу на гору подняться, тренер не пускает. Ходил на рыбалку здесь как-то, потом в парную ходил. Не люблю дома как-то сидеть. Ты вот бустишь дофамин везде просто, вот, активным образом. Да, я люблю. Я просто у некоторых ребят организаторских способностей мало. И если я начинаю организовать, то они сразу все подключаются. Мы с тобой на рыбалку идем, но уже на рыбалку я много людей с собой не беру, потому что они мне уже пару раз рыбалку испортили. Так что люблю какой-то. У тебя вот реально твои увлечения, хобби, это как будто вот идеальный человек. Мотоциклы, лошади, рыбалка, горы. А может, есть что-то такое, что пока мы еще не знаем, может, какие-то шоу на Ютубе? В телевизором я особо не дружу, фильмов тоже мало смотрел. Какое-то чувство адреналина, мне иногда как-то надо его притуплять. Я сам вижу, что иногда куда-то меня заводит. Не нужно, честно сказать. Хочется этого экстрима, как-то вот с Умаром недавно общались, думали, может, на выходных на Эльбрус сгоняем, потом сам себе говорю, зачем, сейчас подготовка идет. Такие нагрузки, конечно, я думаю, хочется просто их куда-то... Я, знаешь, что люблю? Я уже, наверное, все фильмы про Эверест посмотрел. Про Эверест? Да, как поднимаются, как там... Какие вот сейчас тоже смотрел, кислород называется, вот как раз вчера досмотрел про... Да, ты же еще недавно репостил одного альпиниста, у которого ограничения у него были, он забрался на Эльбрус вроде как. Да. Ты сказал, что он на Эверест поднялся. На Эверест, ты хотел бы с ним еще познакомиться? Да, мы с ним как раз переписывались. Вообще уникальный человек, без ног на Эверест поднялся. Мне вот с такими людьми интересно, потому что я общался с дагестанцами, которые... Два человека, которые на Эверест поднялись. Это просто, человек, история, прикинь, это уже очень сложно, каждая минута это какое-то испытание, и просто это послушать очень интересно. Я всегда задумываюсь, может я поднимусь на Эверест когда-то, вопрос у меня в голове возникает, а как там люди намаз совершают, как в такой холод, 30 очень градусов, интересно, кстати. Как омовение сделать. Да. Вот это меня чуть тормозит, а так, я думаю, тоже смог бы подняться. Есть какое-то желание, у нас в России есть. Даже мужиков нету, которые поднялись на все 8-тысячники. На Эверест? Нет, на 14 8-тысячников. А есть две девушки, которые поднялись в России. Ничего себе. Очень тяжело, но как-то они смогли это сделать. Ислам, как понять, что человек рядом с тобой настоящий друг? Настоящий друг? Потому что вот ты Время показывает? Да. Время. Знаешь, здесь... В зале я знаю, что не все, мои близкие друзья, некоторых я, можно сказать, первый раз я с ними на сборах. Но есть люди, с которыми я вырос. И я знаю в горе и радости, что я в любой момент могу позвонить и положиться на них. Меня не будет, моя семья может положиться на них. Это со временем ты узнаешь человека. В дороге ты узнаешь человека. В радости, когда у тебя все хорошо, ты узнаешь его. Когда дело касается денег, ты узнаешь человека тоже очень хорошо. Так что я думаю, это время, проведенное вместе, даст тебе понять. В твоей ситуации ты очень знаменитый человек, и, вероятно, все к тебе тянутся. И вот как ты отсеиваешь, понимаешь? Не сказать, что я отсеиваю, просто уже какой-то костяк собрался, с кем я уже близко дружил. У меня, конечно, есть много знакомых, близкие тоже есть, с которыми я вырос. Вырос где? В зале. Я всю жизнь, можно сказать, в зале последние 15, свою сознательную жизнь я уже
с этими ребятами каждый день. Он Тагир, Шарип, Абубакар, посмотри, я не знаю, с первую тренировку помню, когда я к Абдуманапу пошел, как я с Тагиром боролся. Сколько лет прошло, мы с Тагиром до сих пор. Абубакра еще со школы помню, как будто до сих пор мы со школы вместе. Иногда, конечно, у нас месяцами теряется, но сейчас иногда возвращается обратно. Что тебя может навсегда заставить перестать общаться с человеком? Человеком? Не знаю. Но я вот не люблю, знаешь, каких вот людей, которые обманывают, которых несерьезных людей, на которых ты полагаешься, он там не соблюдает эти вот, не сказать, что я там от него отворачиваюсь, ну тяжело бывает с такими, когда вот твоих принципов нет у этого человека, тяжело с ним дружить. Даже когда он кому-то врет, и ты это видишь, да. Ты понимаешь, что не то, это не тот человек, знаешь. Такие вопросы, которые нельзя вот одним словом взять и отрезать и сказать, просто жизнь как-то это сама решает, кто рядом, кто близко, кого там раз в год вижу. А ты его простить человека можешь? Могу. Конечно могу. Кто я такой, чтобы не прощать? Конечно могу. Ну, знаешь, если я простить могу, но если человек к этому возвращается один раз, два раз, три раз, ну, знаешь, у нас как-то собралось в зале, что у нас, мы стараемся быть порядочными людьми. И если у нас какой-то есть человек, который занимается не тем, чем нужно, он у нас не задерживается сам по себе. Ему эта среда не устраивает. Так говорится, что покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И у нас вот ты не увидишь наших ребят не в хороших местах, так скажем, и чтобы он там с нами близко каждый день был. Хвала Всевышнему, что вот такая команда собралась, что мы в любой момент, в любой вообще в трудную минуту можем за друг друга постоять, помочь друг другу, что вот я благодарен Всевышнему, что я попал в такой зал. Я уже как-то говорил, что меня там родители не выбирали, куда я пойду. Ну, я думаю, родители должны выбирать зал, выбирать тренера, смотреть вообще, общаться, какие люди там, кто тренируется, какая команда. Ты знаешь, у нас с самого начала, все же знают, не секрет, что у нас очень дружно, у нас все как, не только там одноклубники, у нас все как братья, и очень мало таких залов. И даже в последнее время у нас это стало немного слабее. У нас раньше весь зал был как одно целое, вот начиная от первого до последнего. Ну, сейчас уже у нас старый костяк остался, там есть еще пару человек, кто там недавно записался. Ну, есть, даже я замечаю, что у нас в зале есть уже небольшое такое разделение, так скажем, что не так уже все вот так, все вместе собрано. Наш покойный тренер это очень сильно контролировал, собирал. Не так много там он нам приемы показывал на ковре, а вот как именно вот рассказывал про вот именно вот это братство, про менталитет, про вот что можно, что нельзя. И вот так мы тогда собирались на общие поездки, везде бывали вместе. Ислам, твоя фраза «Send him 2 years Dagestan forget», она очень глобально разлетелась на все вообще дисциплины спортивные, на звезд. Кого я не встречу, вот любой футболист любого уровня, там, не знаю, Джоковича встретил, Джокович мне говорит, там, ПСЖ в раздевалке, они мне говорят, забери его на 2-3 года в Дагестан. Я не знаю, как так она потом. Джошуа подходит мне, боксер, я хочу на 2-3 года проехать. Там. Он говорит, я хочу футболку сделать 2-3 года в Дагестан. Можно? Я, конечно, можно. Ты не считаешь, что ты вот развил прям туризм Дагестан этой фразой? Потому что есть люди приезжают. Скажем так, да, спортивный туризм. У нас там в зале невозможно выйти, зайти. Постоянно люди приезжают. Просто сфоткаться, одну тренировку сделать. Кто-то говорит, ты же звал, я пришел тренироваться. Там он вообще никаких спортивных навыков, он хочет сразу к сборникам залететь, потренироваться. Ну, я думаю, как-то можно в будущем развить это еще лучше. Как-то создать кемп и приглашать там международные сборы какие-то делать. Я думаю, пока нету большого времени этим заниматься. В будущем посмотрим. Небольшой блиц. Я называю тебе бойцов. И потом, кто проходит дальше, других, кто дальше проходит. Карлс Пратес и Энгери. Это мы не оцениваем силу, а вообще в принципе. Ну как мне оценивать навык или оценивать того, кто по симпатии, ближе? Давай так. Давай по симпатии. Да. Гэри, да? Да. Гэри или Сихуда? Сихуда. Олимпийское золото, чемпион UFC. Генри Сихуда или Мерабом Давлишвили? Сихуда. Генри Сихуда или Петр Ян? Петя. Свой пацан. Петр Ян или Ник Диас? Петр. Петр или Чел Сона? Петр. Петр или Александр Шлеменко? Петр. Петр или Андерсон Сильва? Андерсон. Андерсон Сильва или Израиль Адесanya? Андерсон Сильва.
Андерсон Сильва или Алекс Перейра? Сильва. Андерсон Сильва или Магомед Анкалаев? Анкалаев. Магомед Анкалаев или Даниэль Кормье? Кормье давай. Даниэль Кормье или Федор Емельяненко? Кормье. Даниэль Кормье или Джон Джонс? Ты сказал по симпатии. Ну, Кормье. Я недавно тоже его видел, таких, когда у нас были парни в Будапеште. Даниэль Кормье или Илья Топурьян? Кормье. Даниэль Кормье или Александр Волконовский? Давай к Волку пойдем. Александр Волконовский. Волк сейчас же готовит как-то. Да. И он мне отправляет видео. Приезжай в Австралию, говорит, приготовь вместе. Это что-нибудь. очень крутая идея. Я говорю, мне не нравится Австралия. Он говорит, почему? У меня, говорю, плохие воспоминания про Австралию. Он говорит, хорошо, тогда к тебе на ферму приеду. Кстати, надо тебе в Дагестан, чтобы он здесь попробовал. У него очень популярный канал, если ты не знаешь, на YouTube. Ты знаешь все про это, да? Я его смотрю иногда. Александр Волконовский или Усман Нурмагомедов? Усман Нурмагомедов или Ислам Махачев? В этом случае я скажу, Ислам, он обидится. Усман. Усман или Хабиб? Хабиб не обидится, Усман обидится. Усман. Надо Усман. И мы все знаем, что ты любишь задавать загадки, и мало на них кто отвечает. И у меня... Сейчас меня врасплох заставит. Нет, смотри, это загадка, я тебе скажу сразу. Сейф, поможешь? Я из этого поближе сел. Ее никто еще не отгадал, я тебе сразу. Ой, Сейф, идем тогда сюда поближе. Не, вот здесь сяду, брат. Сейф. Она очень простая, но никто не смог понять суть. Давай, Сейф. Возможно, ты ее слышал. Если слышал, сразу вначале скажи, пожалуйста, то ты ее узнаешь. Вы управляете автобусом, в котором едут 20 человек. Электричка, что ли? Автобус обычный. На первой остановке вышли 5 человек и зашли 7. На следующей остановке вышли 3, а зашли 10. На последней остановке вышли почти все, осталось только 4 пассажира. Вопрос. Как зовут водителя автобуса? Ислам. Все. Прикинь, ты вот первый в этой команде. Сразу же. Только мне больше ничего в голову не пришло, Сейф. Вначале я же спросил себя, вы водитель автобуса. Ну вот я даже так, я просил что-нибудь там другое хотел сообразить, ничего другое в голову не пришло. Ты знал? Не, я только что кому был. Ты тоже суть не понял, да? Я своего... Это знаешь о чем? Я своего тренера тренирую, Сейф. Нет, ты не понял, я к чему. Я эту загадку не знал, но когда я слушал, я уже понимал. Зато я к тебе повернулся, так думал, неужели? Это было слишком легко? Не то, что слишком легко, это же очевидно было. Ты водитель. И вот он начал цифры, он тебя запутывать начал. Я помню. Еще одна загадка. Еще одна. Что, нельзя с победой уйти, что ли? Не, еще. Он хочет с победой уйти, он не хочет, чтобы ты с победой ушел. Не, очень хорошо. Реально никто не дал ответ на эту загадку. Ты заходишь в темную комнату, у тебя в кармане есть только одна спичка. В самой комнате на столе стоят, внимание, керосиновая лампа, свеча и газовая плита. Что ты зажжешь в первую очередь? Спичку. Все, на этом, я считаю, надо заканчивать. Надеюсь,